В этом видео мы с вами поговорим про псевдоэлементы. Мы уже с вами разбирали псевдоклассы некоторые, и сейчас давайте мы с вами разберем псевдоэлементы. Между ними есть отличия. Ну что ж, давайте мы с вами сделаем новый файлик под названием pseudo.html. И мы поработаем в этом файле. Давайте мы перенесем опять же нашу структуру HTML документа. Так, сейчас я немножко все выровняю красиво. Ну вот как-то так. И здесь напишем псевдоэлементы. Псевдоэлементы. И давайте мы с вами с ними познакомимся. Например, у нас есть на странице заголовок H1. И, допустим, здесь написано, опять же, псевдоэлементы. Давайте мы данный файлик псевдо откроем в браузере. Pseudo.html, и мы видим наш заголовок. Теперь давайте мы ему придадим какой-нибудь класс, например, pseudo title, для того, чтобы мы могли с вами с ним работать в CSS. Переходим в CSS, опускаемся в самый низ. Давайте мы здесь сделаем с вами новый раздел, в котором напишем как раз-таки псевдо комментарий. Так, и теперь давайте поработаем псевдоэлементами. Как нам их создавать? Например, у нас есть заголовок. Например, у него нету margin, пропишем margin 0, и давайте мы напишем ему font size, допустим, 30 пикселей. Сохраним, давайте обновим страницу, я сделаю зум. Вот, и давайте мы для этого элемента пропишем псевдоэлементы, как раз таки вы увидите, что это такое. Первый псевдоэлемент, который мы с вами разберем, это псевдоэлемент before. Псевдоэлемент before пишется следующим образом, как псевдокласс через двоеточие. То есть мы пишем название селектора, двоеточие и псевдоэлемент before. Также вы можете встретить в интернете, что псевдоэлементы пишутся через двойное двоеточие. Это тоже правильный синтаксис. Изначально был такой синтаксис, но сейчас можно использовать также для псевдоэлементов синтаксис с одним двоеточием. И для псевдоэлемента before мы должны с вами обязательно указать свойство content. Сейчас я вам покажу, для чего оно нужно. В свойстве content мы можем с вами либо оставлять пустоту, либо написать какое-нибудь слово. Например, напишем, давайте с вами единичку с точкой. И мы увидим, что в нашем заголовке, перед заголовком как раз-таки появился этот псевдоэлемент единица с точкой. То есть то, что мы написали в свойстве content, у нас появляется в HTML. То есть при помощи CSS мы можем вставлять какие-то элементы в разметку. И давайте мы посмотрим через инспектор кода, что у нас получается. У нас есть заголовок, и если мы его откроем, то перед нашим текстом есть псевдоэлемент before. И мы видим как раз-таки для него тоже стилизацию. То есть вот наша стилизация, в принципе, контент и все. То есть мы вставили перед нашим контентом, перед содержимым элемента псевдотайтла, псевдоэлемент before. Почему псевдоэлемент? Потому что он как бы не настоящий, то есть его не существует в HTML, он вставлен при помощи CSS, и к нему, в принципе, очень мало доступа программистам и так далее. Поэтому псевдоэлементы before after используют для каких-то декоративных вещей, что-нибудь необычное, вставить какую-нибудь иконку, либо там вставить какую-нибудь полоску после заголовка и так далее. То есть используют его для таких вещей. Ну, мы сейчас с вами разберем разные примеры. Также есть псевдоэлемент after, который вставляет такое же содержимое какое-то после контента этого элемента. То есть у нас есть псевдотайтл, псевдоэлемент after, и мы здесь, например, напишем знак восклицания. И данный знак восклицания у нас появится после нашего контента этого элемента. То есть before до, after после. Как мы видим, у нас появляются вот два элемента. Один до контента, другой после контента. Мы можем менять данным элементом, опять же, стилизацию. Мы можем им задавать другой font size, например, 15 пикселей. Мы хотим сделать их поменьше. И мы видим, что данный псевдоэлемент before, он стал меньше. Если хотим такую же стилизацию задать для автора, то мы пишем font size 15 для автора. Можем менять color, background color, все что угодно, в принципе, вы можете менять. То есть все правила, которые существуют в CSS, вы, в принципе, можете их использовать для этих псевдоэлементов. Вот, можем поменять, например, цвет. То есть меняем цвет, пишем, что мы хотим поменять цвет для этого псевдоэлемента, и, допустим, он у нас будет красный. Цифра будет красная. Вот, единичка красная. И, например, тоже псевдоэлемент before тоже будет красным.
Также, чтобы по 2 раза не писать, мы можем объединить некоторые свойства данных селекторов. То есть у нас получается у before псевдоэлемента и у псевдоэлемента after, в принципе, color и font size одинаковые. Мы их объединяем в эту группу. И отличается только контент, поэтому мы с вами можем записать таким образом. Давайте увеличим размер шрифта, например, сделаем 21 пиксель. У нас получается вот такая картина. То есть у нас вставились 2 символа перед и после нашим заголовком. Окей. А что если мы хотим, например, сделать полоску под нашим заголовком? То есть давайте мы с вами уберем данный пример. И, например, мы хотим сделать полоску под нашим заголовком, просто полосу снизу. Как мы это можем сделать? Вы можете подумать, что можем, в принципе, сделать это при помощи border bottom. Border bottom, 2 пикселя, сплошной, например, черный цвет. И мы с вами делаем полоску снизу. Но поскольку у нас заголовок блочный элемент, и обычно заголовки должны быть блочными, чтобы текст следующий, который идет после заголовка, начинался с новой строки, и не было всяких ситуаций, в общем, мы делаем блочный элемент, у нас аж один блочный элемент. И у нас полоска получается на всю ширину нашего заголовка. Сколько он занимает, столько и будет длиться полоса. А что если нам нужно сделать полоску, которая будет, например, 50 пикселей в ширину, и все, но после заголовка? Для этого мы можем с вами использовать, опять же, псевдоэлементы before и after. Мы с вами также изучили позиционирование, сейчас нам оно может быть пригодится. Например, мы хотим сделать полоску после нашего заголовка, то есть используем псевдоэлемент after. Пишем ему контент и в контенте ничего не указываем. Также делаем данный блок display блок, чтобы данный элемент был блочным, и задаем ему ширину, например, 50 пикселей. Также задаем ему высоту, например, давайте возьмем 3 пикселя в высоту. И пропишем background color, например, давайте возьмем какой-нибудь другой интересный цвет, не черный, возьмем, например, какой-нибудь, допустим, синий. И тем самым мы с вами вставим полоску после нашего элемента, после нашего заголовка у нас появится полоса. То есть мы видим, у нас теперь полоса такого размера. Мы можем размер менять, например, здесь написать 75, то есть, 75. Полоска станет больше. Таким образом, мы с вами вставляем полоску, которая является декоративным элементом нашего заголовка, и после каждого заголовка, у которого есть класс pseudotitle, будет вставляться эта полоска, что очень удобно. Поэтому псевдоэлементы используются для таких вот декоративных вещей. Если мы хотим вставить полоску сверху, то мы используем, например, псевдоэлемент before, то есть данная полоска будет идти до нашего заголовка, будет начинаться сверху, и мы можем, например, ей также задать margin, допустим, сверху и снизу по 5, слева и справа по нулям. У нас получается вот такая полоска. Если, например, у нас заголовок идет по центру, то есть у него текст align, центр прописан, и нам нужно, чтобы полоска была тоже по центру, мы, конечно же, используем с вами margin авто слева и справа, и тогда мы получаем с вами полоску ровно по центру, либо до элемента, до нашего заголовка, либо после, например, при помощи псевдоэлемента after. Мы получаем с вами такую красивую полоску, которую мы можем как угодно стилизовать, она находится в CSS. Что если вам нужно вставить 2 полоски, допустим, чтобы была одна полоска здесь, например, под ней еще одна полоска, то есть мы можем с вами использовать псевдоэлемент before, то есть у нас будет псевдоэлемент before. Так, и, например, мы ее хотим вставить после, и она будет у нас красной, допустим. То есть у нас есть 2 полоски, одна сверху, другая снизу. Но мы хотим, чтобы полоска сверху была тоже снизу. Мы можем с вами использовать позиционирование, опять же, и при помощи position абсолют выставить эту полоску в нужную позицию. Как мы это можем сделать? Для нашего псевдозаголовка, pseudotitle, мы задаем position relative, чтобы данную полоску позиционировать относительно нашего заголовка. И для псевдоэлемента before мы прописываем position absolute. Position absolute. У нас полоска теперь находится здесь, выбилась из потока. Теперь, чтобы выровнять ее в эту позицию, мы с вами можем прописать, например, bottom 0. Пишем bottom 0, давайте посмотрим. Полоска теперь находится снизу, потому что мы прижали ее к нижней границе нашего элемента заголовка. И теперь нам нужно выровнять ее идеально по центру по оси X, то есть по горизонтали. Помните, мы с вами проходили, что можно позиционировать в
пикселях и процентах. Давайте пропишем left 50% и посмотрим. Наша полоска сейчас находится здесь. Окей, но нам нужно, чтобы она находилась еще чуть левее. Поэтому мы будем брать с вами 1/2 ширины нашего псевдоэлемента. Давайте сделаем ровное число, например, 70 пикселей в ширину, чтобы можно было ровно разделить на 2. И мы с вами задаем отрицательный margin слева 35 пикселей. То есть прописываем, у нас есть margin сверху и снизу. В принципе, можем его убрать для этой полоски. И пропишем здесь margin left минус 35 пикселей, чтобы выровнять ее горизонтально по центру. У нас получается вот теперь две полоски друг в друге. Давайте мы эту полоску красную опустим чуть ниже. Для этого мы пропишем bottom минус, допустим, 5 пикселей. Опустим ее чуть ниже. У нас получается вот две полоски. Одна сверху синяя, другая снизу красная. То есть если я сделаю зум 100%, будет выглядеть примерно так. То есть две полоски, одна синяя, другая красная. И вот такое оформление у нашего заголовка. То есть теперь, если мы будем с вами делать какие-то новые блоки, новые секции на нашем сайте, то есть, например, был один блок, заголовок, текст, потом вы сделали еще один блок, просто копируете элемент с классом pseudotitle, и у нас после каждого заголовка создаются такие полосы. Вот таким образом мы можем использовать псевдоэлементы. Также вы можете их использовать для иконок. Например, у вас есть какая-нибудь иконка, вставляете ее background image в псевдоэлемент, задаете размеры этой иконки, и в принципе у вас будет иконка конкретных размеров, и на фоне которой будет использоваться картинка. И эту картинку можете расположить рядом с каким-то элементом. То есть он будет декоративный, который появляется возле каких-то элементов все время. Ну вот как-то так. Это что касается двух этих псевдоэлементов before-after. Теперь давайте с вами еще разберем парочку псевдоэлементов, они попроще. И давайте мы с вами сделаем, вот у нас есть абзац, давайте мы в него вставим какой-нибудь текст, который у нас уже был. Например, вот у нас был такой текст, давайте мы его скопируем и вставим сюда. Уберу пока что теги всякие. Так, это уберем и уберем это. У нас получается, вот есть заголовок и есть текст. Давайте я сделаю зум обратно побольше. Так, и теперь давайте мы с вами поработаем с нашим текстом. Например, мы хотим, чтобы первая буква в нашем предложении была другого цвета. Как мы можем сделать это при помощи CSS? При помощи HTML. Как мы можем это сделать? Мы можем создать span, обернуть первую букву в предложении в span и придать этому спану класс, допустим, TextRed, и стилизовать эту букву через CSS. Но это делать неудобно, потому что у вас может быть очень много текста, много всяких абзацев, и неудобно каждый раз искать первую букву каждого абзаца и стилизовать ее по-другому, оборачивать в спан и так далее. Это не очень удобно. Поэтому в CSS есть такая возможность при помощи псевдоэлементов сделать первую букву предложения, например, чуть другой по цвету. Вот у нас есть абзац. Давайте мы сделаем сначала div. Сделаем с вами div с классом pseudo-текст. Обернем туда вот так вот. И давайте мы с вами для псевдотекста так в CSS пропишем кое-что. Псевдотекст. Мы будем работать с вами с абзацами, со всеми абзацами, которые находятся в псевдотексте. И мы хотим с вами сделать, чтобы у каждого абзаца нового первая буква была другого цвета. Для этого используем псевдоэлемент first letter. Первая буква в переводе с английского. И мы можем поменять для первой буквы цвет на другой, например, на красный. Давайте выберем красный. Вот такой. И теперь давайте посмотрим. Как мы видим, у нас в абзаце первая буква стала красной. Если мы с вами сделаем еще один абзац в этом элементе псевдотекст, мы увидим, что у этого абзаца тоже буква первая красная. То есть, если у нас будет другая буква первая, то она тоже будет красная. Мы также можем менять, например, размер этой буквы. То есть, мы можем сделать первую букву больше размером, например, прописав ей font size 20 пикселей. У нас первая буква будет больше, чем все остальные в тексте. То есть, мы можем менять внешний вид первой буквы нашего текста. И также есть еще один псевдоэлемент, который называется first line. И мы сможем получить доступ, как вы поняли уже из перевода, к первой строке нашего абзаца. И, например, поменять ее цвет. Давайте мы пока это
скопируем. Так, поменяем только размер первой буквы, сделаем ее 25. Цвет не будем менять. Поменяем цвет всего нашего первой строки нашего абзаца. Давайте посмотрим. Как мы видим, теперь первая строка нашего абзаца вся красная. Остальные строки, они черные, как должны быть по умолчанию. Первая буква нашего абзаца, она стала больше. То есть мы видим, что у нас меняется количество строк, но все равно первая строка нашего абзаца всегда красная, сколько бы ни было символов в этой строке. То есть таким образом мы можем вот получать доступ к первой букве текста, либо к первой строке нашего текста. Ну вот, в принципе, все. Мы с вами поработали с псевдоэлементами, познакомились с ними. Ну и, конечно же, в дальнейшем мы с вами поработаем поподробнее с псевдоэлементами before after, потому что они довольно-таки часто используются в работе для декоративных элементов. First letter и first line редко используются, но бывают случаи, когда они нужны, поэтому вы уже знаете, что такая возможность есть, и если у вас будет какой-то сайт, на котором нужно покрасить первую букву, либо первую строку как-то по-другому, вы уже знаете, как это сделать. Ну что ж, на этом все. В следующем видео мы с вами продолжим. В этом видео мы с вами поговорим про семантические теги, которые пришли к нам с приходом HTML5 спецификации. Семантические теги — это логические теги, которые заменяют нам дивы и придают им логику. То есть, например, у нас есть, вот мы работали с вами с псевдоклассами, то есть псевдоэлементами в этом файле псевдо. И, например, вот у нас есть div, и, допустим, давайте мы с вами здесь добавим еще разметки, добавим здесь немножко дивов. То есть, допустим, у нас будет еще один div с классом header. То есть это будет шапка нашего сайта. Div с классом header. Потом у нас будет какой-нибудь контент, например, div с классом content. Класс content. Content. Здесь будет находиться текст. И, например, у нас еще будет один div с классом footer, и здесь будет находиться какой-нибудь copyright текст. Copyright, допустим. Вот у нас есть как бы структура нашего документа, шапка, контент и footer. Но у нас все это в дивах. И поскольку на сайты заходят также, кроме людей, и роботы поисковые, которые анализируют ваш сайт, считывают информацию, все это смотрят, анализируют и продвигают вас в поисковой выдаче в Гугле, либо в Яндексе, то для роботов тоже нужно больше понимания, что в вашем документе находится. Ну и также, в принципе, понимание и для вас тоже, что это у вас шапка, это контент, это футер. И для этого появились HTML5 теги семантические, и давайте мы с вами как раз таки их разберем. Для шапки сайта у нас, в принципе, появился тег, который так и называется header. Он работает так же, как div, он просто блочный элемент, но он называется просто header. То есть вместо div для шапки вашего документа вы можете использовать header, и это будет лучшим вариантом, потому что сразу понятно, что это шапка вашего документа. То есть у нас визуально ничего не меняется, но если мы открываем код, мы видим, что здесь у нас шапка, и это гораздо понятнее, чем просто div. Также для основного содержимого вашего документа есть тег main. Он также работает как обычный div, просто называется чуть по-другому. Он называется main, то есть это основное содержимое вашей страницы. То есть у нас, например, в шапке хранится заголовок нашей страницы. В теге main основное содержимое страницы — это текст, который относится к этому заголовку. То есть содержимое нашей страницы находится в теге main, самое основное. Для подвала нашего сайта, если вы уже догадались, это элемент с названием footer. То есть мы можем для подвала сайта использовать тег footer, который так, в принципе, называется. То есть тоже он работает как обычный div, в нем никакой, в принципе, стилизации, логики нету, просто он семантически заменяет обычный div и придает ему логику. То есть если мы посмотрим по стилям, у нас просто элемент footer, display block, элемент main, display block, элемент header, display block. То есть ничего не меняется, в принципе, как и обычный div, который у нас тоже display block по умолчанию, как мы видим, да? Div, display block. Просто меняется как бы логика, и как бы так более понятно. Теперь, если мы смотрим на код, мы визуально видим, что даже не читая названия классов, мы видим, что шапка, основной контент, footer. Визуально понятно. Также помимо этих трех тегов еще у нас есть
и другие теги. Такой, например, тег как nav. Nav служит для навигации по сайту, то есть если у вас на сайте есть навигация на разные разделы вашего сайта, например, на главную ссылка у вас есть, да, вот у нас здесь будет, например, навигация на индексную страницу, давайте напишем здесь index.html, напишем главное. Потом у нас будет еще одна страница, например, на новости, какие-нибудь у вас есть новости на сайте. Например, здесь у вас будет ссылка на news.html файл. И, например, у вас еще будет ссылка на информацию о вас, например, об авторе. И здесь вы указываете ссылку на другую страницу об авторе. То есть тег nav, он опять же работает как обычный div, просто в нем хранится навигация сайта. То есть тоже логически понятнее, когда у вас элемент nav, например, с классом nav для стилизации, чем у вас будет div с классом nav. И также для поисковых роботов, которые анализируют ваш сайт, им будет более понятна структура вашего сайта, где что находится. То есть они будут понимать, что это шапка, это навигация, это основной контент, на который стоит обратить внимание, и это футер сайта, где всякая ненужная информация такая, типа копирайтов, авторов и так далее. То есть визуально, если мы посмотрим на тег nav, он тоже просто дисплей-блок и все. Как бы больше ничего в нем нету. Окей, что еще у нас есть? Какие у нас еще есть теги? У нас есть тег section. Давайте вместо данного div с классом pseudotext мы будем с вами использовать тег section. У нас есть тег section. Он, в принципе, тоже как создание какой-то секции на вашем сайте. Мы используем div как просто разделитель, а section, он задает какую-то секцию на вашем сайте. Например, у вас есть сайт, в нем несколько блоков с разными заголовками, и вы их можете оборачивать в тег section для определения этих секций сайта. Но здесь есть одно но. В каждой секции должен быть заголовок любого уровня от h1 до h6 дочерним элементом этого тега. То есть в этом теге, если вы используете тег section, должен быть обязательно заголовок какой-нибудь. Например, h3. Если у вас заголовок есть, то вы можете использовать section. Если у вас в этом блоке нету заголовка, то используйте обычный div, не используйте section. В секции должен быть заголовок. Это основное правило для использования тега section. То есть мы можем сделать с вами две секции с разными заголовками, и тогда у нас все будет в порядке. Как бы если мы не будем писать заголовок, визуально у нас ничего не изменится. Как бы, в принципе, вроде бы кажется все нормально. То есть у нас просто, как бы тоже section, display блок, вроде бы, да, просто блочный элемент. Но поскольку это логический элемент, семантический логический элемент, то к нему есть определенные правила, которые установлены стандартами. И у вас не будет валидная верстка, если у вас нету в теге section где-нибудь заголовка, который определяет, что это за секция. Поэтому мы заголовки в теге section используем. Это для вот секции сайта мы используем тег section. Также, например, если у вас идет список новостей, либо список каких-то записей вашего блога, либо там, не знаю, у вас какой-нибудь журнал вы ведете, да, в интернете, и у вас идет список записей вашего журнала, то вы можете использовать тег article, который, в принципе, переводится как статья, запись, как угодно. Вот. И также здесь такое же условие, если мы используем тег article для вывода каких-то новостей, статей и так далее, то у нас должен быть заголовок, который относится, что это за статья. Вот, давайте посмотрим. Визуально, в принципе, ничего, опять же, не меняется, то есть это просто семантические теги, но есть у некоторых у них правила. У section есть правило, чтобы был заголовок, и у article есть правило, чтобы был в нем заголовок хоть где-то. Так, это article мы используем для записей, для статей, для новостей и так далее. И также обычно, если у вас какая-то новость, у вас здесь есть у этой новости дата публикации. То есть у нас, например, есть div, где у нас написана дата публикации. Например, 21.12.2019, допустим. У нас есть дата публикации. Но опять же, раньше это был div, сейчас у нас есть специальный тег, который называется time. И у него есть атрибут, который называется datetime. Здесь мы указываем дату для роботов. В таком формате сначала пишем число, потом пишем месяц, потом пишем год. Можем поставить пробел и написать здесь время публикации. Здесь мы можем писать любую дату в любом виде. Например, мы можем написать вчера. То есть это для роботов непонятно вчера.
Но для них понятно, что 21 ноября 2019 года в 19:00. Такой формат им понятен, роботам, и они понимают, что эта статья была опубликована в такую-то дату, в такое-то время. Для вас, когда вы заходите на сайт, если у вас сегодня 22 число ноября, да, вы видите вчера, вы понимаете, что это было вчера. Для роботов же это непонятно, они не будут там считать, что сегодня 21, там, то есть 22, вчера было 21. Им нужен такой формат, вам нужен такой формат. Либо вы также встречали, наверное, на многих сайтах, есть комментарии, и там выводится, например, 21 секунду назад. Такой вид вывода даты, в принципе, да. Для человека понятно, что это было недавно, а для робота непонятно. У него обычно есть в теге time такой вот специальный атрибут, который используется именно для, так скажем, роботов. Вот, для времени публикации мы используем такой атрибут, то есть такой тег time семантический. Так, еще у нас есть тег aside. Например, у вас есть на сайте две колонки. То есть вы заходите на сайт, например, представьте, что вот brackets – это наш сайт. Есть левая колонка и есть основная колонка. То есть левая колонка – это сайдбар с какой-то информацией, например, там, не знаю, какие-нибудь баннера, например, какие-нибудь последние 5 новостей и так далее. То есть это боковая панелька вашего сайта. Для таких боковых панелек как раз-таки придумали тег под названием sidebar. Ой, то есть не sidebar, а aside. Мы его называем обычно sidebar. И обычно вот используется для таких боковых колонок тег aside с классом, допустим, sidebar. Это сразу становится понятно, что это боковая колонка вашего сайта, в которой находится какая-то второстепенная информация. Боковая панель сайта. И при помощи создания структуры мы можем сделать, чтобы main, основной контент был, например, слева, справа была небольшая колонка с какой-то второстепенной информацией. Также еще есть тег, который называется адрес, но это не HTML5 тег, он появился, в принципе, давно, но он тоже является как бы семантическим тегом, потому что он служит для адресной информации, контактной информации. То есть, например, мы хотим здесь написать, как нас найти. Здесь вы пишете там адрес ваш, улица, дом и так далее. Например, также контактный телефон вы можете здесь указать. Например, там плюс 371, ну и так далее. И, например, ваш e-mail, там info@mail.com, допустим, да? Так, промахиваюсь опять. Вот, у нас есть тег адрес для контактной информации, для адреса, для каких-то контактных данных, и мы можем посмотреть, что у этого тега есть стилизация. У этого тега есть по умолчанию стилизация, у нас получается буквы наклонные просто. То есть у тега адрес есть фонд style italic. Если вам данный стиль не нужен, вы придаете класс для этого тега, и этому тегу выбираете font style, делаете normal вместо италика. Но я решил вам об этом теге рассказать здесь, потому что он тоже такой семантический, то есть не обычный div, а вот именно семантический, который включает в себя какую-то логику. То есть здесь нужно указывать адрес, контакты и так далее при помощи тега адрес. Так, и еще один тег, который служит для картинок. То есть, например, у вас есть опять же новость, есть заголовок, есть дата публикации и есть текст. Ну, например, у вас еще также есть картинка для этой новости. Тег image. Мы опять же прописываем атрибуты src и alt, два обязательных атрибута, и здесь мы указываем путь картинки. То есть мы заходим в папку images и, например, используем какую-нибудь картинку под названием summer.jpg. Давайте пропишем ей небольшую ширину и посмотрим. У нас появляется вот такая картинка. Давайте мы ее возьмем тоже в абзац, чтобы она начиналась с новой строки. Так. Вот. Time у нас не блочный элемент. Если мы посмотрим, time у нас не имеет никаких стилизаций вообще, и он является строчным элементом. Поэтому либо через CSS мы ему придаем класс и прописываем, что он блочный, либо после него у вас должен идти блочный элемент, чтобы он был с новой строки. Ну, в зависимости от ситуации. Окей, у нас есть картинка к новости. И в HTML5 нам добавили такой тег. Тег называется figure. То есть не буду произносить по-английски правильно, просто произнесу вам, как это пишется. Тег пишется figure. Так, figure. И здесь мы оборачиваем картинку в этот тег
И что у нас получается? У нас получается как бы ничего интересного. То есть, в принципе, мы картинку обернули в тег, у нас появился небольшой отступ, потому что у этого тега есть также стилизация. То есть мы видим, что у него есть отступ сверху, снизу, слева, справа. И тег является блочным. Для чего же этот тег нужен, если он просто задает отступы? Ну, в принципе, для отступов он нужен, чтобы картинку как-то отодвинуть от текста какого-то. И также в этом теге вы можете использовать такой тег, как figCaption. figCaption, в котором вы пишете название этой картинки. Например, «Как я провел лето». И мы посмотрим, у нас появляется такая подпись под картинкой. То есть у нас есть такой общий тег для картинки, сама картинка и текст, относящийся к этой картинке. figCaption. Он просто блочный. И у нас получается такой как бы общий семантический блок, в котором мы указываем картинку и относящийся к ней текст. Как бы если бы мы не использовали тег фига в нашем документе, у нас получилось бы, что у нас был бы абзац, картинка, потом у нас еще был бы абзац, и там текст, который относится к картинке, и было бы, не очень понятно. То есть здесь было бы написано, как я провел лето. Получается у нас немножко нелогично. У нас один абзац с картинкой, потом другой абзац с текстом, который относится к картинке, но это уже другой абзац. Поэтому не очень понятно. Для этого как раз-таки и появился такой тег, как фига. Фигуре. И мы можем использовать вместо абзаца текст, который относится к картинке, figCaption. Так более понятно и для роботов, и в принципе для вас, что у вас есть тег, в котором есть картинка и подпись к этой картинке. И опять же мы можем стилизовать и подпись как-то делать интереснее, и так далее. Если вам не нужен отступ у тега фига с разных сторон, мы можем его убрать, придать класс для этого тега и при помощи margin 0 убрать вообще все отступы, либо убрать отступы слева и справа при помощи margin left 0, либо margin right 0. А у тега figCaption стилизации никакой нету, просто дисплей-блок и все. Поэтому его стилизовать легко. Так, в принципе, все. Мы с вами разобрали все теги, касающиеся семантики. Еще есть один тег, давайте я вам покажу, но он редко используется. Обычно он используется для, например, если мы сделаем Ctrl-F нажмем в браузере, и мы пишем, например, слово «лето». Вы видите, у нас выделяется слово «лето», то есть у нас выделяется поисковая фраза. Также бывает на сайтах, когда вы заходите на сайт, и там есть строка поиска, по сайту вы пишете какое-то слово ключевое, и у вас находятся какие-то результаты, и совпадения с этим ключевым словом подсвечиваются. Вот именно для такого подсвечивания какого-то контекста, относящегося к действию, которое вы делали, например, поиск по странице, есть специальный тег, который называется mark. Он очень редко используется, именно для такого случая его можно использовать, но так, в принципе, его вы мало где увидите. И давайте посмотрим, мы видим, что у нас текст теперь желтый, то есть он просто на фоне него появляется желтый такой цвет. То есть если, представьте, мы делали поиск по нашему документу при помощи поиска на сайте конкретно, и у нас подсвечиваются сходства именно в тексте при помощи этого тега mark. То есть программисты сделали так, чтобы был поиск по этому ключевому слову, и найденные совпадения оборачиваются в тег mark. Такой есть случай. То есть мы видим, что у него свойство background color yellow, желтый, и color black, черный. То есть мы нашли совпадение по поиску нашему, и они оборачиваются в тег mark. Но опять же, в реальной жизни довольно-таки редко это используется. Просто в тексте, когда вы пишете текст, этот тег не используют вообще, потому что он именно для таких случаев нужен. Если вам просто в тексте нужна стилизация, похожая на эту, то вам нужно просто обернуть в тег span, придать класс и стилизовать данный класс. Ну что ж, ладно, для примера я вам его оставлю, чтобы вы знали, что такой тег существует. И, в принципе, теперь на этом уже точно все. Ну что ж, надеюсь, вам видео было интересным, и в следующем видео мы с вами увидимся и продолжим. В этом видео мы с вами познакомимся со свойствами CSS, которые пришли к нам с приходом CSS 3 спецификации. Давайте мы с вами сделаем новый файл под названием css3.html и поработаем в этом файле. Опять же, переносим HTML скелет документа. Так, закрываем тег body, закрываем тег HTML и давайте здесь напишем в заголовке
CSS3. Так, давайте мы с вами сделаем какой-нибудь блок. Это будет div с классом, например, допустим, назовем его просто элемент. Так, класс элемент, и давайте мы его застилизуем в нашем style.css файле. Давайте мы здесь с вами сделаем комментарий CSS3. И давайте мы поработаем с этим элементом. Придадим ему размеры, например, ширину 400 пикселей и, например, высоту тоже 400 пикселей. Будет такой у нас большой квадрат. И также мы придадим ему какой-нибудь фоновый цвет, например, какой-нибудь серый, CCC. Давайте мы откроем данный файл в браузере. Так, CSS3. Так, и вот наш квадрат. Давайте мы его выровняем по центру. Пропишем ему свойство margin. Так, margin сверху и снизу, например, по 20, слева и справа авто, чтобы выровнять по центру. У нас получается вот такой квадрат. И давайте мы с вами разберем первое свойство, которое позволяет нам закруглять наши углы у элемента. Свойство называется border radius. Border radius, здесь мы указываем в пикселях, сколько мы хотим сделать закругление наших границ, наших углов этого элемента. Например, 10 пикселей. И давайте посмотрим, мы увидим, что у нас углы нашего блока закруглились на 10 пикселей. Если мы укажем, например, здесь 20, то закругление будет гораздо больше. Также мы можем указывать в процентах. Например, если мы укажем 50%, то мы увидим с вами, что наш квадрат станет кругом. То есть мы закруглили каждый угол на 50%, у нас получился круг. Если мы укажем, например, 20%, то мы получим с вами вот такие вот границы круга. Окей, давайте мы оставим здесь, например, 20 пикселей. Также мы можем закруглять каждую границу, каждый угол отдельно, начиная с левого верхнего угла, левый верхний, потом правый верхний, правый нижний и левый нижний, то есть по часовой стрелке, начиная с левого верхнего угла. И указываем здесь 4 параметра. Например, левый верхний угол мы закруглим на 10 пикселей, правый верхний угол на 15 пикселей, правый нижний угол на 20 пикселей и левый нижний на 25 пикселей. Давайте посмотрим. Мы увидим, что наши углы все по-разному закруглены. То есть мы можем сделать чуть побольше, чтобы было явно видно, например, первый на 5, второй на 15, второй на 25, третий на 35. И мы увидим, что наши вот углы отличаются по закруглениям, то есть мы можем закруглять каждый угол отдельно. Также, если, например, нам нужно закруглить только какие-то два угла, либо какой-то один угол, мы можем с вами использовать отдельные правила для отдельных углов. Прописываем свойство border. Border, например, если мы хотим закруглить верхний левый угол, то пишем top left radius. То есть мы закругляем только левый верхний угол, top left radius, и пишем, например, 10 пикселей. Давайте посмотрим, и мы увидим с вами, что все углы прямые, а только левый верхний угол у нас закругленный. То же самое с остальными углами. Если мы хотим закруглить верхний правый угол, пишем top right radius и закругляем только правый верхний угол. Если мы хотим закруглить нижний правый, то пишем bottom right radius. Если мы хотим закруглить нижний левый угол, то пишем border bottom left radius. И мы закругляем с вами каждый угол по отдельности при помощи отдельных свойств. Также мы можем закруглять углы, используя 8 параметров. Давайте мы с вами напишем border radius и напишем здесь, например, 10 пикселей, 10 пикселей, 10 пикселей, 10 пикселей, поставим слэш и напишем еще значение, например, 5 пикселей, 5 пикселей, 5 пикселей, 5 пикселей. У нас получается вот такая вот длинная запись. Что мы с вами делаем, давайте посмотрим. Так, давайте я его немножко увеличу. Вот, и давайте посмотрим. У нас появляется тоже скругление углов, но оно такое непонятное. За что у нас отвечает первый стек значений? Это верхние и нижние границы каждого угла. То есть это у нас угол делится на две части. То есть у угла есть верхняя часть и левая часть. Например, у этого угла. У этого угла есть верхняя часть угла, верхняя сторона и правая сторона. У этого угла есть правая сторона, нижняя сторона. И у этого угла есть нижняя сторона угла и левая сторона угла. Первые 4 параметра отвечают за верхние и нижние стороны углов. То есть это верхняя сторона угла левого верхнего угла, это верхняя сторона угла правого верхнего угла, это нижняя сторона угла
нижнего правого угла, и это нижняя сторона левого нижнего угла. Второй стек параметров отвечает за левые и правые стороны углов. То есть первый параметр – это сторона левая правого верхнего, то есть левого верхнего угла. Это правая сторона правого верхнего угла. Это правая сторона правого нижнего угла. И это левая сторона левого нижнего угла. То есть мы закругляем стороны каждых углов по отдельности. То есть если мы закруглим данный параметр, например, 30 пикселей пропишем, то мы закруглим верхнюю границу угла левого верхнего угла. Давайте посмотрим и видим, у нас закругляется эта граница. Если мы хотим и эту границу этого угла закруглить больше, то мы прописываем здесь вот значение, то есть первое значение относится к левому верхнему углу и его левой стороне. То есть, например, 30 пикселей тоже здесь пропишем, и мы увидим, теперь у нас закруглится точно так же, как если бы мы сделали border top left radius 30 пикселей. При помощи такой записи мы можем делать необычные фигуры. Например, мы можем сделать здесь 50-20, сделать такое скругление, например, или, например, пропишем здесь 10%, давайте посмотрим, у нас получится так, а здесь пропишем, например, 30%, то мы получим с вами вот такое скругление углов. Можем здесь добавить еще больше, сделать 20%, получим с вами такой вот угол. То же самое с остальными, это у нас получается верхняя граница правого верхнего угла. Вот здесь, например, тоже сделаем, например, 20%. Так, и, например, здесь мы сделаем 30%. Получим с вами вот такой вот угол. Например, здесь мы сделаем 30% скругления, здесь сделаем 40% скругления. Мы получим с вами этот угол скругленный такой. И, например, здесь мы сделаем 40% скругления, и здесь, например, 50% скругления, и получим с вами вот такую фигуру необычную. То есть здесь мы можем играться со значениями и получать более необычные фигуры. Вот так работает border radius. Давайте мы данное свойство закомментируем и оставим это как пример и пропишем border radius со всех сторон по 20 пикселей. Окей, с этим мы с вами разобрались. Теперь давайте с вами разберем свойства, которые позволяют нам создавать тени для элементов. Для тени элемента мы используем свойство box shadow. И здесь прописываем три параметра. Первый параметр сдвиг по оси X, второй параметр сдвиг по оси Y и третий параметр размытия, например, 20 пикселей. И четвертым параметром мы указываем цвет нашей тени, например, мы будем использовать цвет тени какой-нибудь черный, и давайте подберем не черный, а какой-нибудь светло-серый, такой вот. Давайте посмотрим, у нас появляется вот такая тень вокруг нашего элемента, она у нас не сдвигается, то есть она находится по центру элемента, и размытие у него 20 пикселей. Если мы хотим сдвинуть тень вниз, то мы используем второй параметр сдвиг по оси Y, например, 5 пикселей. Наша тень смещается вниз. Если мы пропишем, например, больше, то она сдвинется больше. Если мы пропишем минус 15 пикселей, то тень сдвинется вверх, то есть в обратную сторону. То же самое, что касается сдвига по оси X, мы можем двигать тень в разные стороны. Например, по оси X мы сдвигаем ее вправо, тень получается здесь. Мы сдвигаем ее влево при помощи минуса, вот, сдвигаем тень влево. Таким образом мы можем с вами создавать тени. Также существует еще один параметр, мы можем указать здесь не три параметра числовых, а еще один, четвертый, например, 10 пикселей. Тем самым мы увеличим размеры нашей тени. То есть мы четвертым параметром увеличиваем размер тени, мы можем сделать ее больше. То есть таким вот образом. Вы видите, как это работает. Но обычно хватает 3 параметров в работе для создания тени. Также мы можем сделать тень внутреннюю, добавив ключевое слово inset. И тогда тень будет идти вовнутрь нашего элемента. И опять же, мы можем ее двигать при помощи этих параметров, делать ей размытие и задавать любой цвет. Также мы можем указать несколько теней при помощи запятой. То есть мы ставим запятую и пишем, например, мы хотим сделать тень внутреннюю и также хотим сделать тень внешнюю. Для этого мы скопируем эту тень, вставим еще раз после запятой, и мы получим с вами, что у нас есть внутренняя тень у элемента и также есть внешняя тень у элемента. Давайте мы сделаем внутреннюю тень чуть поменьше. Например, мы сдвиг сделаем минус 5, размытие сделаем 5 пикселей. Давайте посмотрим. У нас получается вот такая вот тень внутри, снаружи такая тень. Давайте снаружи мы сделаем тень посветлее немножко. Сделаем такую тень, светло-серую, ну и получим такой вот элемент. Давайте поменяем цвет нашего квадратика, сделаем его более светлым, ну и получим с вами вот такой вот красивый элемент. Давайте мы в этом элементе пропишем какой-нибудь текст. Например, мы с вами здесь
сделаем какой-нибудь заголовок h1 и напишем здесь тень для текста. И как раз таки мы сейчас эту тень для текста и сделаем. Давайте мы добавим пэддинга для нашего элемента с классом элемент внутренний отступ. Пропишем пэддинг. Так, пэддинг 20 пикселей. Наш блок стал больше, у нас появился внутренний отступ у этого элемента. И давайте мы для заголовка придадим здесь какой-нибудь класс, например, класс элемент title. Уберем у него margin. У элемента title уберем margin. Пропишем margin 0, чтобы убрать внешние отступы. И теперь давайте мы разберем, как мы можем делать тень для текста. При помощи свойства BoxShadow мы задаем с вами тень для элементов, для блоков, а для текста у нас есть другое свойство, которое называется TextShadow. Работает точно так же с 3 параметрами для сдвига и размытия, и 4-й параметр цвет. Здесь размер тени мы не указываем. Давайте мы скопируем эту тень и вставим ее сюда. То есть мы указываем сдвиг по оси X, давайте сделаем 0. Сдвиг по оси Y, например, сделаем 1 пиксель, и размытие, например, 2 пикселя. И мы увидим с вами такую небольшую тень у нашего элемента. Мы можем ее также по оси X немножко сдвинуть. Опять же, при помощи минуса мы сдвигаем в другую сторону по осям. И у нас получается вот такая тень, которая, в принципе, не очень видна. Давайте мы с вами выберем такую тень. Или давайте мы с вами даже пропишем цвет текста белый, FFF. И поменяем цвет фона нашего блока, нашего элемента на темный, чтобы текст был виден хорошо. Хотя мы с вами не увидим нашу тень, давайте мы тень, то есть цвет блока вернем обратно, цвет текста тоже. Ну и получается как-то так, я думаю, смысл вы работы поняли. Мы можем менять, опять же, цвет нашей тени у этого элемента и так далее. Также мы можем задавать разные тени, опять же, через запятую мы перечисляем тени и делаем, например, здесь какую-нибудь красную тень, допустим. У нас получается 2 тени будут у элемента, сдвинем ее чуть побольше, размытие сделаем тоже чуть побольше и получим с вами 2 тени, одна черная, другая красная тень. Либо, например, вместо красной мы можем использовать белую тень и получим с вами такой вот эффект, который, в принципе, не очень заметен, но он есть. То есть у нас есть тень у нашего текста. Давайте с вами разберем новое свойство, которое называется Box Sizing. Это свойство отвечает за алгоритм подсчета размеров блоков. То есть сейчас не очень удобно в том плане, что пэддинги, бордеры влияют на размер блока. То есть мы прописали с вами ширину блока 400 на 400, но добавив пэддинги, мы сделали блок больше. То есть теперь у нас он 440 на 440, если мы посмотрим через инспект элемент. То есть мы видим, что размер блока теперь больше. 440 на 440, потому что пэддинги влияют на его размер. Есть специальное свойство, которое меняет алгоритм подсчета размеров блока. И если мы пропишем свойство Box Sizing со значением border box, то у нас элемент будет опять же 400 на 400, как мы задали с вами сначала, то есть его размер не изменится. То есть какие мы размеры установили, такие у него размеры и будут. И пэддинги будут идти внутрь этого элемента, не будут влиять на его размеры. То есть у нас получается пэддинг теперь идет внутрь, не увеличивает размеры блока, и мы можем с вами теперь легче ориентироваться с размерами блока, и ничто на него влиять не будет. То же самое, если мы пропишем бордеры, они будут идти внутрь нашего элемента, не будут влиять на его размеры. Просто содержимое, место для контента будет становиться меньше. Если мы используем значение ContentBox, то это значение по умолчанию ContentBox, и алгоритм подсчета размера блоков будет такой же, как и был сначала. Поэтому здесь обычно используется Box Sizing Border Box. Это сейчас самый удобный алгоритм подсчета, и обычно он на всех сайтах используется в таком виде. И чтобы у нас у всех элементов на нашем сайте был такой алгоритм подсчета, мы с вами прописываем в самом верху документа для всех элементов страницы, ставим звездочку, прописываем данный алгоритм подсчета размеров. Также здесь указываем через запятую для всех псевдоэлементов before и через запятую для всех псевдоэлементов after. Мы используем такой алгоритм подсчета Box Sizing Border Box. Один раз прописывайте это в документе, и у вас у всех элементов будет это свойство использоваться, и будет подсчет более удобный. Поэтому рекомендую вам делать такую запись в начале каждого документа, с ней работать гораздо удобнее. Окей, надеюсь, с этим понятно. Теперь давайте с вами разберем еще одно свойство, которое называется Opacity. Это непрозрачность элемента. Здесь мы указываем значение от 0 до единицы. Это может быть, например, 0,1,
либо, например, 001 и так далее. То есть от 0 до единицы мы используем здесь значение, это непрозрачность нашего элемента. Если мы указываем 0,8, то наш элемент будет непрозрачным на 80%. То есть здесь у нас появится небольшая прозрачность элемента, и она будет вот на 20% прозрачная. То есть наш элемент будет на 20% прозрачным. Если мы укажем здесь 0,5, то наш элемент будет наполовину прозрачным. То есть мы будем видеть белый цвет фона, который у нас используется для body и так далее. То есть мы любой элемент можем делать его полупрозрачным или вообще прозрачным. Если мы укажем opacity 0, то мы элемент вообще не увидим, он будет полностью прозрачным. То есть 0 это полностью прозрачный элемент, 1 это полностью непрозрачный элемент. И мы можем здесь играться со значениями и прописывать разные значения непрозрачности нашего элемента. Окей, давайте с вами откроем файл, в котором мы с вами делали форму. У нас есть файл под названием form.html, и мы здесь с вами работали с текстовым полем. Как мы видим, у него есть внизу справа такой ползунок, за которым мы можем потянуть и расширять нашу форму, наше текстовое поле, как угодно. То есть это, в принципе, не очень красиво, и для этого есть специальное свойство, которое может менять данное действие. То есть мы можем запретить вообще растягивать форму текстовое поле, либо сделать ее растягиванием только по либо вертикали, либо по горизонтали. Давайте мы с вами разберем. У нас есть вот класс form.textArray, и есть такое свойство под названием resize. И здесь мы указываем, либо мы разрешаем resize только по горизонтали, например, horizontal, прописываем значение, и теперь мы текстовое поле можем растягивать только по горизонтали, вниз мы его не можем растягивать. Если мы используем значение vertical, то мы можем наше текстовое поле растягивать только по вертикали, по горизонтали не можем. Либо мы используем both, разрешаем растягивание нашего текстового поля по всем сторонам, это значение по умолчанию, либо мы запрещаем вообще растягивать наш элемент, используем значение none. Тогда мы не сможем растягивать наше текстовое поле, и мы видим, данная штучка пропадает справа снизу. Если мы разрешаем растягивать по вертикали, что в принципе нормально, потому что текстовые поля на сайтах обычно они небольшого размера, и если вы пишете много текста, вам было бы удобнее его растянуть по высоте. Поэтому мы разрешаем растягивать текстовое поле по высоте, и обычно это не ломает сайт. Но если мы разрешаем растягивать наше текстовое поле по горизонтали, это может сломать ваш сайт, то есть он будет некрасивым. Поэтому рекомендую вам для текстовых полей разрешать только растягивать их по вертикали. И также, если вы разрешаете растягивать их по вертикали, то ограничивайте минимальную высоту элемента, то есть не разрешайте вашим пользователям делать текстовое поле вот таким. Для этого мы с вами можем прописать min height, например, 200 пикселей. То есть минимальная высота у него будет 200. У нас высота 150, давайте пропишем как раз таки такую высоту минимальную. Можем даже свойство высоты убрать вообще, оставить только min height 150. То есть у нас поле будет по умолчанию 150, и меньше мы его сделать по высоте не сможем. То есть как бы я ни тянул, он меньше не станет. Но выше мы сделать сможем. Если вы хотите ограничить максимальную высоту, то мы используем с вами, конечно же, свойство max height, например, 250. Мы разрешаем растягивать наше текстовое поле по вертикали, но максимально мы сможем его растянуть только на 250 пикселей, то есть больше мы его растянуть не сможем. То же самое, если мы разрешаем элементы растягивать по горизонтали, по оси X, например, horizontal, то мы можем ограничивать максимальную растяжку этого элемента и минимальную, например, сделать min width 200, например, max width, например, 400 пикселей. То есть минимальная ширина нашего текстового поля будет 200, максимальная 400. И теперь, если мы с вами растягиваем поле, мы меньше его сделать не можем, больше сделать можем, но больше, чем 400 пикселей, оно не станет. Вот так работает свойство resize. И еще одно свойство мы с вами разберем, которое относится к изменениям свойств. Например, мы с вами изменяли свойства для кнопки. Мы при наводе меняли ее фоновый цвет. Но он сейчас у нас очень резкий. То есть мы наводим, он резко меняется. Для плавности изменения свойств у нас есть свойство transition. Давайте мы с вами найдем кнопку, где мы с вами ее стилизовали. Так, у нас получается, давайте посмотрим, какой класс. У нас класс button. Давайте мы его найдем при помощи поиска Ctrl-F. Найдем данный класс. Вот мы с вами наводим на кнопку и меняем background color при ховере и при фокусе.
и у нас цвет меняется очень резко. Для того, чтобы цвет менялся плавно, мы с вами прописываем свойство Transition. Так, прописываем свойство Transition, и здесь указываем, какое свойство мы хотим плавно менять, например, background. Потом указываем длительность плавного перехода. Я рекомендую использовать значение, например, 0,2 секунды. 0,2 секунды. И прописываем функцию, линейная функция. То есть у нас плавный будет переход на протяжении всей длительности нашего плавного перехода, так скажем. И теперь, если мы наведем, то мы увидим, что у нас переход плавный, не такой резкий. Если мы меняем несколько свойств при наводе, например, да, то мы можем через запятую здесь указывать другие тоже свойства. Например, border color, тоже опять 0,2 секунды, линейная функция. Так, и, например, мы хотим border color при наводе поменять на что-нибудь другое, на более темный зеленый цвет. Давайте мы выберем более темный зеленый цвет. И увидим с вами, что мы наводим, у нас меняется плавно и фон, и цвет границы. Даже мы не замечаем перехода цвета границы, но мы видим по конечному результату, что у нас цвет границы более темный стал. Но это все было плавно, поэтому мы не замечаем. То есть мы таким образом прописываем здесь свойства, которые мы меняем при, например, наводе, при фокусе, и они будут меняться плавно. Мы также можем менять здесь все сразу свойства, например, прописав all значение вместо значений свойств. И все наши свойства, которые мы меняем при наводе, при фокусе, будут меняться плавно. Также мы видим, у нас меняются размеры, поэтому обычно all не используется, потому что у нас по умолчанию пейзинг был меньше у кнопки, мы его поменяли, и поскольку у нас прописан Transition All, также пейзинг меняется плавно. Поэтому мы видим при перезагрузке страницы, что у нас кнопка плавно увеличивается в размерах, потому что у нас пейзинг поменялся. Так что лучше прописывать свойства, которые вы сами меняете при ховере, при фокусе, допустим, отдельно здесь. Например, просто background и, например, через запятую border color. Функций перехода бывает несколько. Опять же, про все мы говорить не будем. Просто почитайте документации. Ссылочки, конечно же, вам все я потом дам, где это все читать можно. Поэтому, да, пока что можете использовать просто линейную функцию везде. Также длительность перехода плавного мы можем указывать в миллисекундах. Например, 0,2 секунды – то же самое, что если бы мы указали 200 миллисекунд. То есть мы можем здесь указывать в миллисекундах в таком формате. И мы получим с вами такой же плавный эффект перехода наших свойств при наводе. Ну что ж, в принципе, на этом все. Вот такие интересные свойства нам принес CSS3, которые позволяют нам делать элементы сайта более красивыми, задавать им тень, скругленные границы, делать плавные переходы и так далее. Ну что ж, на этом все. Увидимся с вами в следующем видео. В этом видео мы с вами будем изучать очень интересную тему, которая касается создания структуры сайта. Наверняка многие из вас уже ждали этот урок, когда же мы научимся создавать структуру сайта, чтобы у нас, например, было там 2 колонки, либо 3 колонки на сайте и так далее. И вот этот момент наступил. Ну что ж, давайте мы с вами сделаем новый файл, который назовем flex. Назовем его flex, потому что у нас за создание структуры отвечают так называемые флексбоксы. И мы при помощи них будем с вами делать структуру нашего сайта. Давайте мы с вами сделаем опять же скелет документа. Возьмем с какого-нибудь файлика скелет документа и будем знакомиться с флексбоксами, самыми его основами. Флексбоксы. Ну что ж, давайте мы с вами данный файлик откроем в браузере. Так, flex.html. И давайте начнем здесь работать. Например, у нас есть страница, на которой у нас есть шапка. Представьте, да, шапка на всю ширину нашей страницы, допустим. У нас есть основная часть, где у нас будет 2 колонки. Одна сайдбар, другая для контента. И, например, у нас будет еще футер, подвал сайта. То есть у нас есть какая-то страница. Назовем ее, допустим, данный div page. У нас будет какая-то страница с классом page. Это основной div с нашей страницы сайта. Потом, как мы уже с вами выяснили, у нас будет шапка сайта. У нас будет header сайта. Тег header с классом header.
Потом у нас будет основной блок с нашим содержимым сайта. И, например, мы его назовем content. У нас будет div с классом content. В этом диве у нас будет две колонки. Первая колонка — это боковая панель сайта, правая колонка — основное содержимое сайта. То есть для боковой колонки мы с вами используем тег sSite. Тег sSite, давайте мы ему придадим класс sidebar. И для основного контента сайта мы используем тег main. И давайте мы ему придадим класс как раз таки main. И у нас еще будет footer. То есть мы используем тег footer с классом footer. У нас получается вот такая структура. То есть шапка, sidebar, основное содержимое и footer. Sidebar и основное содержимое у нас находится в общем диве content. Потому что нам нужно будет сделать из них две колонки, и нам нужен общий div. Ну, сейчас мы с вами все это разберем. Давайте мы здесь напишем header, здесь напишем sidebar, и здесь напишем content. И в футере напишем footer. Давайте посмотрим, у нас получается сейчас такая картина. То есть у нас все, в принципе, все элементы блочные, просто у нас header, content, в котором находится еще один блочный элемент site, блочный элемент main и также footer. То есть у нас все идет в таком порядке, то есть все просто сверху вниз. Давайте мы с вами пропишем кое-какие стили для нашего сайта. Давайте мы опустимся в самый низ и здесь поработаем с этим нашим сайтом. Напишем здесь page. Давайте мы напишем стили для класса header для нашей шапки. Давайте сначала напишем стили для пейджа. Сделаем его, например, шириной 600 пикселей и выровняем по центру. Margin, например, сверху и снизу добавим по 20 пикселей, слева и справа авто. То есть у нас получается страница небольшая, то есть чтобы было вам лучше видно, мы с вами сделаем небольшую ширину нашего сайта. Так, у нас есть вот страница page, которая 600 пикселей в ширину и по центру. Высота у него получается динамическая. Сколько контента будет в этой странице, столько она и будет растягиваться по высоте. Потом у нас есть шапка. Давайте мы пропишем для нее стили. Пропишем, например, сделаем ей какой-нибудь фоновый цвет, background color, чтобы ее как-то отличать. Например, EEE, такой серенький. И давайте мы зададим padding. Padding 20 пикселей для шапки. Сделаем ее чуть побольше. Ну, вот такую. Это наша шапка. Потом у нас идет sidebar. Sidebar. Стилизуем sidebar. Например, мы его хотим сделать 200 пикселей. 200 пикселей. И, например, у нас у сайдбара будет цвет какой-нибудь черный. Смотрим. Наш сайдбар теперь черный. Потом у нас идет контент. Не контент, а основное содержимое сайта, main. Она у нас, получается, будет 400 пикселей, данная панелька. И давайте цвет зададим ей какой-нибудь тоже серый, но чуть потемнее, CCC. У нас получается sidebar, контент, и теперь у нас остался footer. Давайте мы пропишем стили для футера, например, пропишем просто background color, такой же, как у шапки. У нас получается с вами такая картина. То есть шапка, sidebar, контент, footer. Как же нам сделать так, чтобы данные две колонки были друг с другом? То есть эта колонка слева, эта колонка справа. Для этого у нас есть div с классом content. Давайте мы его тоже скопируем и вставим сюда. Перед сайдбаром и main. И для него мы пропишем displayFlex. Прописываем displayFlex, и происходит магия. У нас происходит такое, что наши элементы sidebar и content становятся рядом друг с другом. То есть при помощи displayFlex, который мы задали для родителя этих двух элементов, эти элементы превращаются в колонки данного контейнера с displayFlex. То есть мы видим, что у нас теперь эти элементы стали колонками этого элемента content. У него есть displayFlex, этот элемент 200 пикселей, этот 400. То есть у нас получается в сумме 600, они влезают как раз таки в этот div с классом content, который 600 пикселей в ширину. У нас теперь есть две колонки, в принципе у нас уже получен результат, который мы хотели. Мы также можем, например, здесь прописывать не в пикселях, а в процентах. Например, 200 пикселей это 40%, а main 400 пикселей это 60%. Мы можем прописать это в процентах. Там было чуть меньше. Неправильно чуть посчитал, но не суть. Например, мы можем сделать sidebar меньше, например, 30,
а main 70. То есть мы делаем с вами вот такие всякие разные вещи. Можем также добавить пэддинга, например, в сайдбаре пропишем пэддинг 10 пикселей, в main пропишем тоже пэддинг, например, 20 пикселей. Ну, в общем, все, как мы с вами делали. Поскольку у нас используется алгоритм подсчета border box, box sizing border box мы с вами прописывали для всех элементов, мы видим, что у нас теперь очень легко работать с такими размерами, у нас ничего из нужных размеров не выбивается, то есть у нас все как нам нужно. Также давайте пропишем пэддинг для нашего футера. У нас получается теперь уже есть структура, то есть у нас есть шапка, у нас есть сайдбар, у нас есть контент, и мы можем здесь уже работать. Если мы, например, хотим сделать две колонки, то есть 3 колонки вместо 2, одна слева, контент по центру, еще одна справа, то мы с вами делаем что? Мы с вами добавляем еще один, допустим, S-side, второй S-side, и здесь называем его, ну, допустим, тоже пускай будет sidebar, но он уже идет после мейна. И давайте мы поменяем размеры, например, сделаем сайдбары наши S-side по 15%, в сумме 30 и main 70. Давайте посмотрим. У нас получается, что у нас теперь есть две колонки. Одна слева, другая справа, по центру контент. То есть таким образом мы можем с вами создавать любую структуру сайта. Например, мы можем сделать эту колонку чуть поменьше, эти побольше. И таким образом мы получаем с вами нужную вам структуру, всего лишь задав одно свойство для общего div displayFlex. Элементы контейнера Flex ведут себя очень гибко. Например, если мы в контенте, в основном содержимом, там где у нас тег main, мы с вами сделаем абзац, в котором будет очень много текста. Давайте посмотрим, откроем индексный файлик, возьмем текст какой-нибудь, ну, например, этот текст мы возьмем, скопируем, вставим сюда, и мы увидим, что наши колонки, которые слева и справа, они тоже растягиваются по высоте этого блока. То есть, если у нас один блок становится больше по высоте, чем остальные, то они тоже растягиваются по высоте этого блока, что, в принципе, очень удобно. Теперь давайте посмотрим, как себя ведут колонки элемента нашего контейнера Flexbox, если мы, например, не будем указывать им ширину. Давайте мы уберем ширину у сайдбаров и у main тега. Также давайте мы здесь напишем поменьше текста, чтобы увидеть сам результат. И сейчас мы увидим с вами, что колонки занимают ровно столько места, сколько им нужно по умолчанию. То есть сайдбару нам нужно столько места с учетом текста и пэддингов, данному блоку нужно столько текста с учетом пэддингов и контента, который в нем находится, и второму сайдбару тоже, опять же, с учетом текста и пэддингов нужно столько мест. То есть мы видим, что элементы контейнера Flexbox занимают ровно столько места, сколько им нужно по умолчанию. Если мы им хотим задать размеры, то мы прописываем им значение ширины, то есть width в процентах либо в пикселях. Также мы можем с вами использовать специальное свойство, которое называется FlexBasis. Оно, в принципе, по самой логике работы похоже на значение ширины. Например, мы можем здесь прописать 20%, и FlexBasis для main мы пропишем 60%. Мы получим с вами такой же самый результат, который был до этого. То есть эти колонки по 20%, левая и правая, центральная 60%. То есть для элементов контейнера Flexbox мы можем использовать FlexBasis, который задает изначальные размеры наших колонок. Работает, как я уже сказал, в принципе так же, как значение width, ширины для этих элементов. Поэтому мы можем, в принципе, здесь использовать width, всем понятный, вместо FlexBasis. Окей, мы с вами разобрали такой пример на примере создания структуры sidebar, content sidebar. Давайте мы с вами еще поработаем в шапке, разберем еще один пример. Например, у нас в шапке, помимо какого-то логотипа, то есть, например, у нас в виде логотипа название нашего сайта. То есть здесь название вашего сайта, веб-сайт какой-нибудь. И, например, у вас еще есть номер телефона или, например, e-mail в шапке сайта, например, такой. И что, если вы хотите, чтобы, например, название сайта было слева, а данная информация была справа. Для этого, опять же, мы можем использовать флексбоксы. Обернем данный элемент с названием сайта в один div, и контактную информацию мы обернем с вами в другой div. То есть у нас есть элемент header и есть два div, которые находятся в этом хедере. Мы, опять же, можем наш класс header сделать displayFlex, то есть сделать его flexbox контейнером. Пишем displayFlex. Пишем displayFlex, давайте посмотрим. Мы видим, что, в принципе, визуально почти ничего не изменилось. Но если мы сейчас с вами добавим еще одно свойство,
который называется Justify Content для данного контейнера header. Давайте мы пропишем Justify Content и пропишем Space Between. Давайте посмотрим, что получится. Мы видим, что теперь у нас колонки находятся друг от друга, то есть у них есть пространство между ними, то есть Justify Content служит для выравнивания элементов в контейнере, у нас их два сейчас, таким образом, чтобы между ними было пространство. То есть мы видим, что между ними есть пространство, и они разделяются друг от друга, то есть один элемент становится слева, другой справа. Если мы посмотрим по инспект элементу, то мы видим, что колонки занимают ровно столько, сколько им нужно места, это во-первых. И во-вторых, они находятся друг от друга на расстоянии, так скажем. Между ними есть пространство. И есть значение space around, что значит, что между колонками будет пространство. То есть у нас есть displayFlex элемент, у него есть, то есть displayFlex контейнер, у него есть элементы, два элемента, и между ними есть пространство. То есть мы видим пространство слева, пространство справа и между ними. Причем пространство слева, то есть до начала первого элемента и после последнего элемента, по ширине равняется 1/2 пространству между ними. Это такая вот особенность, что вот между первым пространством до первого элемента и пространство до после последнего элемента равняется 1/2 между ними. То есть если мы измерим, например, не знаю, линейкой, допустим, то здесь, допустим, будет 200, а здесь будет 100 и здесь будет 100. То есть при помощи свойства Justify Content мы можем с вами выравнивать наши flex-айтемы, наши элементы flex-контейнера по главной оси нашего flex-контейнера. То есть наша главная ось, в принципе, она получается сейчас горизонтальная. То есть у нас элементы выстраиваются колонками. То есть ось горизонтальная, и по этой горизонтальной оси мы с вами вот как-то выравниваем наши элементы. Так, окей, хорошо. Давайте мы с вами вернем Space Between. Также здесь есть значение, например, центра, если мы хотим наши элементы сделать по центру и так далее. То есть здесь как бы есть разные нюансы. А давайте вернем Space Between и, допустим, мы с вами добавим еще один элемент. Например, здесь у нас будет находиться номер телефона. То есть, например, там +371 и какие-то цифры. Если у нас 3 элемента находятся в этом блоке header, и у них использовано Space Between Justify Content, то мы видим, что между ними есть пространство. То есть между первым и вторым, между вторым и третьим есть пространство, оно одинаковое. Если мы используем Space Around, то между ними будет пространство, вот, и между последним, опять же, и первым это пространство равняется 1/2 от пространства между элементами. Давайте вернем Space Between. То есть таким образом мы можем выравнивать наши колонки. Допустим, у нас эти колонки тоже мы хотим, чтобы были одинаковые ширины. Мы можем им задать класс header_item, допустим, header, так вот, item, header_item. Вот у нас есть, в принципе, 3 дива с одинаковым классом. Мы хотим, чтобы они были одинаковой ширины. Давайте мы им пропишем ширину для этого элемента width. В процентах получается 3 элемента по 33%, и после запятой еще 5 троечек поставим, мы с вами получим, что данные элементы, они имеют одинаковую ширину, то есть мы видим по 33%. Но поскольку теперь эти элементы занимают какое-то пространство, мы видим, что у них как бы текст начинается слева, как по умолчанию, то есть текст в элементе начинается с левого края. Если мы хотим, как было сначала, то мы не указываем размеры этим колонкам. То есть, опять же, многое зависит от ситуации. И давайте с вами разберем еще один пример. Допустим, у нас в центральной колонке будет находиться номер телефона и e-mail. То есть у нас в этой колонке будет 2 строки текста. Давайте мы возьмем это в абзац. Я не буду оборачивать в ссылки и прописывать там протоколы tel, mail2. Это все как бы понятно, но как бы ради примера как бы такого я не буду здесь это прописывать. Я думаю, мы это с вами прошли, вы и так это понимаете. На реальном сайте вы должны использовать здесь ссылку с атрибутом href, в котором написан tel для удобства. Но это все мы как бы здесь такие нюансы не будем использовать. Нам главное понять сейчас логику работы флексбоксов. Так, и, например, здесь у нас выбор языка. То есть, например, у нас здесь будут ссылки для выбора языка, там ru, n и так далее. У нас получается такая картина. То есть мы видим, что у нас шапка стала больше, потому что мы здесь используем абзацы, у них есть отступы. Давайте вместо абзацев пока что пропишем дивы, чтобы было поменьше этих отступов. Для примера. У нас получается, что в этой колонке 2 строки, в этих колонках по 1 строке.
А что если мы хотим их выровнять по вертикали, по центру? Чтобы было красиво, гармонично, чтобы наш контент в каждой колонке был идеально ровно по центру, по вертикальной линии. Для этого мы с вами можем прописывать такое свойство под названием Align Items. И прописав значение центра, мы с вами получим, что все наши элементы, как мы видим, да, они разные, у них разная высота, и они относительно этого контейнера выравниваются ровно по центру, по вертикальной линии. И мы видим, теперь у нас все гармонично смотрится. Если мы с вами уберем у этих header айтемов ширину, то мы с вами получим примерно вот так вот. То есть это по центру, это слева, это справа, все идеально ровно по центру, по вертикали, все красиво смотрится. Здесь есть значение как flex start, это по умолчанию, то есть у нас будет идти, получается, так, у меня зум сбросился. Так, вернем зум. У нас будут идти элементы, начиная сверху, то есть у нас получается каждая колонка начинается сверху по вертикали, прижимается к верхней границе нашего flex контейнера. Если мы прописываем flex end, то наши элементы flex контейнера прижимаются к нижней границе flex контейнера по вертикали. Центр по центру. Как бы в принципе все, ничего здесь такого сложного нет. То есть flex start, центр, flex end. Ну вот в принципе так мы можем с вами выравнивать наши элементы в flex контейнере. Мы также можем менять направление наших элементов flex контейнера. То есть сейчас у нас есть в шапке 3 элемента flex айтема, и они идут по горизонтальной оси. То есть у нас главная ось идет слева направо, так скажем. Мы можем это направление поменять при помощи свойства flex direction. Flex direction, прописываем его для нашей шапки и меняем на column. По умолчанию flex direction row, то есть как ведет себя как строка, и элементы в ней находятся как колонки. Если мы меняем flex direction нашей шапки, нашего хедера на column, то данный элемент ведет себя как колонка. И все элементы находятся как бы на новой строке, как мы видим, да? У нас теперь получается такая картина, элементы flex контейнера этого идут друг по другу. И если мы, например, сейчас поменяем высоту нашей шапки, то мы увидим, что пропишем здесь height, например, 300 пикселей, то мы увидим теперь, что space between, justify content space between работает теперь по этой оси. То есть у нас выравнивается все теперь по высоте. То есть первый элемент сверху, второй элемент по центру по высоте, и третий элемент находится снизу этого контейнера. То есть мы меняем нашу главную ось теперь вот так вот. Было так, выравнивалось все слева направо, так скажем. Первый элемент был слева, второй по центру, третий справа. Теперь у нас ось поменялась, у нас ведет себя как колонка данный flex контейнер, и у нас элементы один сверху, другой по центру, другой снизу. То есть мы меняем направление наших flex элементов в данном контейнере. Также здесь есть значение, например, column reverse, но оно редко используется, но такое есть. То есть у нас теперь все будет наоборот. То, что было в разметке первым, то есть веб-сет, он находится снизу. По центру осталось по центру, а последний элемент теперь находится как бы первым элементом. То же самое, если мы используем здесь значение row по умолчанию, которое у нас было, то есть у нас было это значение по умолчанию. Если мы здесь используем row reverse, то у нас строка переворачивается, у нас теперь языки слева, логотип справа, то, что было по центру, осталось по центру. Но обычно в практике в 95% случаев мы используем либо row, то, что по умолчанию, то есть не прописываем ничего. И если нам вдруг нужно сделать контейнер флексовый, чтобы он был как колонка, то мы прописываем flex direction column. То есть мы меняем его на column и делаем колонки такие. Давайте вернем с вами row, либо просто пропишем ничего, то есть не будем указывать row, у нас по умолчанию будет row. У нас колонки занимают вот такое место, и помните, я вам показывал, мы с вами делали header айтемы шириной по 33%. То есть мы с вами сами просчитывали, сколько нам процентов нужно задать для каждой колонки, чтобы сделать их одинаковыми. То есть мы писали с вами такую картину, да? Такую запись. Width 33% и после запятой еще 5 троек. Тогда у нас колонки становились ровно по 1/3 данного контейнера, но нам это число нужно самим прописывать. И давайте мы с вами сейчас уберем данную ширину и пропишем с вами вот что. Пропишем flex basis, который тоже отвечает за изначальную ширину колонки элемента flex контейнера. Пропишем здесь 0. Пропишем 0 и пропишем с вами еще одно новое свойство, которое называется flex grow. Что значит рост нашей ячейки. То есть сейчас, если мы не указываем flex grow, то ячейки занимают ровно столько, сколько им нужно. Но что если мы хотим, чтобы пространство, которое осталось свободным
в нашем Flex-контейнере распределилось равномерно между всеми нашими ячейками. Как это сделать? Как раз таки при помощи свойства FlexGrow мы разрешаем нашим ячейкам, нашим элементам Flex-контейнера расти равномерно. Указываем здесь единицу для того, чтобы они заняли это пространство, которое осталось свободным, между собой, распределили их в равном количестве. Давайте посмотрим. Теперь мы видим, что у нас элементы, они одинакового размера по 186,66 пикселей. Таким образом, мы можем с вами делать без расчета процентов элементы одинаковой ширины в вашем Flex-контейнере. То есть теперь, если у вас элементов станет больше, не 3, а 4, либо меньше, не 3, а 2, то все равно у вас колонки будут одинаковой ширины. Вам не придется менять значение width, как если бы мы использовали его в другом случае. То есть если мы сейчас уберем, допустим, здесь номер телефонов, у нас останется 2 колонки, то они будут одинаковой ширины 2 колонки по 50% каждая. То есть эта колонка и эта колонка по 280 пикселей каждая. Если у нас будет больше колонок, Flex-элементов в этом контейнере, то они будут равномерно занимать одно и то же пространство. 140 пикселей. Надеюсь, в принципе, пример был понятен. То есть, да, немножко тема сложная, Flexbox, но здесь нужна практика. То есть, чем больше вы будете практиковаться, работать с ними, тем все это лучше освоится. Ну что ж, в принципе, наверное, не все еще. Давайте еще один простенький пример вам покажу. Так, например, у нас сейчас веб-сайт идет сначала, потом номер телефона и потом языки. Что если мы хотим на мобильном устройстве, если мы заходим с телефона, допустим, чтобы этот порядок поменялся. То есть очень часто бывает нужно поменять порядок колонок на мобильных устройствах, потому что что-то важнее, чем что-то другое. Ну, то есть, например, на десктопе, на компьютерной версии вам важно, чтобы был, например, логотип слева, а, например, на мобильной версии вам важно, чтобы, например, был телефон на первом месте, да? То есть как мы это достигнем? Давайте посмотрим. Мы с вами придадим для этой колонки еще один, например, класс header_tel. Header_tel, номер телефона для этой колонки мы придадим с вами класс header_logo, допустим, да, будет по 2 класса header_logo, и у этого элемента будет еще один класс header_lang, то есть языки. У нас получается header-айтемы отвечают за размеры этих ячеек, чтобы они занимали по 1/3 ровно, и эти классы мы будем с вами использовать для смены их позиции. Например, мы хотим, чтобы данный header_logo был на 2-м месте. Пишем ему order 2, то есть его порядковый номер будет 2. Давайте посмотрим. И мы видим, что он почему-то стал на 3-ю позицию. Почему так? Для того, чтобы он был 2-м, нам нужно для каждого элемента прописать свою позицию, иначе у нас будет неразбериха. Поэтому давайте мы пропишем header_tel, тоже order 1, порядковый номер order 1. И для header_lang мы будем с вами использовать order 3, то есть порядковый номер 3. То есть мы тем самым меняем порядок элементов в нашем Flex-контейнере. Вроде бы в разметке данный элемент 1, но он по порядку идет 2 при помощи CSS. То есть в дальнейшем мы с вами будем разбирать, как свойства можно менять на мобильных устройствах, и это вам пригодится. То есть вы сможете менять порядок элементов. Если мы для какого-то элемента не указываем order, то поведение становится как бы непредсказуемым чуть-чуть. То есть элемент без ордера будет идти 1, а остальные элементы с ордером будут идти после него. То есть если мы не укажем ордер для и телефона, только ордер будет для логотипа, то у нас логотип будет как бы иметь ордер выше, чем все остальные, но остальных у нас, получается, элементов с ордером нету, поэтому он идет самым последним после элементов без ордера. Но опять же такая немножко путаница, но да, то есть если вы хотите менять порядок элементов в вашем Flex-контейнере, то указывайте порядок для всех элементов, чтобы не запутаться. То есть, например, на десктопе у вас должно быть так, у вас должен быть логотип 1, телефон 2, язык 3, да, по порядку, то есть как по умолчанию, но на мобильном устройстве вы хотите поменять порядок, поэтому прописываете 1, здесь 2, здесь 3, то есть меняете порядок, либо, например, здесь 2, здесь 3, то есть мы меняем порядковые номера у этих flex-айтемов в flex-контейнере. Ну вот как-то так, то есть мы можем менять порядковые номера их, и опять же в практике мы будем с вами разбирать разные примеры, и вы все это поймете, если вдруг сейчас с этим было немножко сложно.
Так, ну что ж, в принципе, вот такая вот основа флексбоксов. Конечно же, там всяких нюансов очень много, и там же еще есть некоторые свойства, которые мы с вами не разбирали, но сейчас, я думаю, вам и так хватит, потому что и так было много очень информации, и надеюсь, вы что-нибудь из этого поняли, хотя бы самое основное, как сделать структуру при помощи флексбоксов. Ну и, конечно же, в практике мы это все закрепим, и вам станет намного понятнее. Окей, в принципе, на этом все. В следующем видео мы с вами продолжим. В этом видео давайте мы с вами поработаем с макетом, который мы с вами сделали на одном уроке, там, где мы практиковали создавать простую страничку. Мы с вами сделали вот такой простенький макет, давайте мы его немножко улучшим, поскольку мы уже знаем с вами HTML5, теги семантические, также знаем флексы, знаем немножко CSS3. Давайте мы с вами перейдем, откроем наш проект в Brackets, переходим в Brackets, и здесь давайте мы с вами немножко доработаем наш макет. Давайте мы добавим семантических тегов, чтобы у нас разметка была логическая. Здесь мы можем с вами использовать для шапки тег header, как мы уже знаем. Так будет логично, то есть шапка у нас сайта в теге header содержится. Для навигации мы можем с вами использовать тег nav. Семантический тег nav. Потом у нас есть контент. Мы можем здесь, как бы у нас основное содержимое нашего сайта, мы можем это все использовать, обернуть в тег main. Оборачиваем в тег main, закрываем здесь тоже тег main. Поскольку мы с вами внизу, давайте сразу сделаем footer. У нас есть footer, и мы можем с вами использовать тег footer для нашего подвала сайта. Так, также у нас здесь есть, как мы видим, новости. У нас для новостей, для записей всяких разных, для статей и так далее есть специальный тег, который называется article. Как вы помните, у артикла есть условие, чтобы в нем был заголовок. У нас заголовок есть, поэтому это условие соблюдено, поэтому все окей. Также давайте мы тег article используем здесь и здесь закроем его. И получается у нас теперь разметка семантическая, логическая. Используем HTML5 теги. И давайте посмотрим, что у нас изменилось. Как мы видим, у нас ничего не изменилось, потому что они ведут в принципе себя точно так же, как и обычные дивы. Окей, давайте мы еще добавим с вами для нашего тега с датой. У нас есть article date. Давайте мы здесь поменяем на tag time. И здесь добавим атрибут dateTime, в котором мы занесем дату в таком формате. Дата публикации. А здесь можем, ну, например, написать вчера в 19, например, 21. Как-то так. Время можем тоже здесь указать. Скопируем данный tag time. Вставим его сюда. Так, здесь можем поменять, например, дату, написать 20 число. Например, здесь будет уже не вчера писаться, например, там среда в 21, в 19:21, или можем поменять тоже на 17, например, 11, допустим, чтобы у нас записи отличались. Ну и в принципе мы видим, у нас получается вот как-то так. Окей, это мы с вами сделали. Но поскольку у нас атрибут, то есть tag time не блочный, мы можем прописать для класса article date display-block свойства, чтобы у нас он был блочным и занимал всю ширину нашего блока. Display-block. И теперь у нас все точно так же, как и было раньше. Теперь давайте мы добавим с вами еще колонку одну. Сделаем боковую колонку нашего сайта при помощи тега sSite. Так, давайте посмотрим, что мы можем с вами сделать. У нас, получается, есть main, где у нас основное содержимое сайта. И давайте после main мы с вами сделаем sSite. То есть у нас будет сайдбар сайта, в котором мы что-нибудь вынесем. Так, sSite. Давайте мы в sSite перенесем как раз-таки информацию об авторе. Скопируем заголовок, перенесем сюда. Ну и, в принципе, можем тоже текст скопировать. Об авторе контент текст. Пока что с этим классом. Потом, возможно, поменяем название класса. Сделаем там другой класс, который будет относиться именно к сайдбару. То есть у нас будет заголовок, например, sidebar, title уже. И, например, sidebar текст. Вот, можем здесь сделать тексты поменьше, потому что это уже будет маленькая небольшая колонка справа сайта. И для тега sSite мы пропишем класс sidebar.
сайдбар нашего сайта. И чтобы нам их выстроить в две колонки, чтобы main был слева, aside был справа, мы с вами обернем aside и main в еще один div, обернем в div с названием, например, контейнер, для которого мы придадим displayFlex, чтобы сделать наши два элемента main и aside колонками. Пишем здесь контейнер, давайте мы закроем тег здесь, вот, и выровняем все красиво. Теперь переходим в CSS и стилизуем класс контейнер. Например, где-нибудь повыше, до того, как мы с вами писали нашу структуру. Ну, например, можем сделать вот здесь. То есть у нас есть page, который отвечает за всю страницу, и можем здесь также добавить контейнер, который будет отвечать за именно две колонки нашего сайта. Пропишем здесь просто пока что displayFlex. В принципе, пока что все. И у нас есть контент, давайте мы посмотрим его стили у этого контента. Мы видим, пока стилей никаких нету, давайте мы сделаем вот что. Мы увеличим размер нашего сайта. У нас он был 800, сделаем 1000. Сделаем 1000 пикселей, ширина контента, ну, всей страницы нашего сайта. Для контента мы пропишем 800, ширину 800 пикселей. И для сайдбара мы пропишем с вами 200 пикселей ширину. И в сумме у нас получится 1000. Сделаем новый блок, сайдбар. И пропишем стили для сайдбара. Сайдбар пропишем ширину 200. Так, ширина 200. Давайте посмотрим. У нас получается вот как-то так. У нас теперь есть левая часть и есть правая часть. Сайдбар. Поскольку мы с вами использовали пэддинги для контента, давайте посмотрим. У нас тут есть контент, у него есть пэддинги. И поскольку пэддинги влияют на размер, мы видим, сейчас у блока размер непонятный. То есть 808 пикселей, потому что он сейчас находится в контейнере Flex. Ну и в общем здесь поведение непонятное. Но мы уже с вами знаем, что есть такой алгоритм подсчета размеров блоков, как box sizing border box. Давайте мы в самом верху пропишем для всех элементов, также для всех псевдоэлементов пропишем before и для всех псевдоэлементов after пропишем как раз таки данный алгоритм подсчета box sizing border box. И теперь у нас все будет логично, то есть контейнер у нас есть 1000 пикселей, есть основная колонка, контент 800 пикселей и сайдбар 200 пикселей. Отлично. Давайте мы в контент перенесем нашу картинку вот сюда, перед заголовком. Сделаем так, чтобы у нас было вот как-то так. Но сейчас мы видим, что наша картинка налезает на сайдбар. Давайте посмотрим, в чем же дело. Как мы видим, поскольку у нас поменялся размер содержимого в блоке контент, то есть у нас контент 800 пикселей в ширину, сам блок, но за счет пэддинга, который идет внутрь элемента, у нас получается место для контента 760. Нам нужно эту картинку уменьшить в размерах. Для этого мы можем с вами прописать для этой картинки класс, например, баннер какой-нибудь. Допустим, баннер. Пропишем класс. И либо давайте не баннер. Баннер не очень хорошее название класса, поскольку у многих стоят блокировщики рекламы, такие как AdBlock в браузере, и он именно реагирует на такие вот названия классов: баннер, там, ads и так далее, поэтому лучше такие классы не использовать в вашей верстке, чтобы какие-то блоки вашего сайта не блокировались этими самыми блокировщиками. Поэтому давайте здесь напишем intro под название картинки, и для этой картинки мы пропишем с вами вот что. Давайте где-нибудь здесь, например, после контента можем вставить здесь такую вот вещь, что мы стилизуем с вами intro и пропишем максимальную ширину для этой картинки 100%. То есть максимальная ширина этого элемента, в данном случае картинки, будет 100% содержимого. То есть если у нас содержимое 760 получается, то картинка будет тоже 760 пикселей. И пропишем высоту авто, и также картинку сделаем блочную, display блок. Вот такой вот небольшой лайфхак, то есть такой вот есть способ делать картинки адаптивными, то есть они адаптируются под размеры блока, в котором находятся, и мы сейчас увидим с вами, что картинка адаптировалась пропорционально, то есть все окей, у нас поменялся размер картинки по ширине и также вместе с ним по высоте, потому что высота у нас авто стоит. Можем добавить отступ снизу для нашего блока intro, чтобы наш заголовок новости не прилипал плотно к этому блоку. Можем прописать здесь margin bottom 20 пикселей. Давайте посмотрим.
Ну вот теперь смотрится красиво. Отлично, у нас есть колонка справа, у нас есть основное содержимое нашего сайта. Давайте посмотрим, что у нас здесь получается. Поскольку у нас есть заголовок, а у заголовков по умолчанию есть отступ, и мы видим данный отступ сверху у заголовка создал такой неприятный пробел между нашей навигацией и нашим основным контентом. Поэтому у заголовков мы тоже можем, в принципе, в самом начале документа убрать все отступы, чтобы нам они не мешали. Потому что обычно отступы, сдаются для заголовков самостоятельно, уже такие, которые вам нужны. Поэтому я рекомендую вот сделать так, сбросить эти мержины для всех заголовков, которые у нас могут встречаться на странице. От H1 до H6 мы просто убираем margin, пишем 0. Поскольку мы margin сами прописываем, у нас теперь все будет хорошо. То есть мы видим, теперь у нас получается как-то так. Также мы можем у контента убрать пэддинг сверху и снизу, чтобы у нас картинка это начиналась сверху блока. То есть у нас сейчас в контенте есть margin, то есть пэддинг сверху и снизу. Давайте мы его уберем, чтобы у нас все было красиво. Так, находим контент, оставим только пэддинг слева и справа, чтобы текст в этом контенте не прилипал к границам слева и справа. Давайте посмотрим, теперь мы видим все, в принципе, красиво. Также мы можем, например, поменять цвет нашего сайдбара. То есть у нас сейчас колонка справа такая же белая, то есть потому что у нас цвет у нашего класса page белый, мы можем поменять у сайдбара цвет на какой-нибудь серый, чтобы его как-то выделить. Находим сайдбар наш и давайте мы пропишем background color. Background color, например, светло-серый. Давайте посмотрим. И вот наша колонка сбоку теперь светло-серая. Также можем для нее добавить пэддинг, внутренний отступ, чтобы текст в этой колонке не прилегал плотно к краям данного блока. Пропишем, например, пэддинг 10 пикселей со всех сторон. Небольшой пэддинг, чтобы просто отделить содержимое блока от границ этого блока. Ну вот получается как-то так. А также я подготовил еще одну новую картинку. Это я закрою. Вот, картинка называется man.png. Здесь просто фотография человека. Мы ее сейчас вставим в сайдбар. Найдем наш сайдбар. Вот он. И давайте об авторе мы здесь вставим картинку, тег image. И пропишем здесь путь картинки, папка img, и файл называется man.png. Давайте посмотрим. Фотография вставилась. Как мы видим, у нас опять же картинка вылезает за пределы блока, потому что картинка больше, чем сам блок интро, его содержимое. Поэтому нам нужно сделать опять же эту картинку адаптивной. Мы можем здесь прописать опять же класс, например, класс image. Мы можем сделать такой класс image, который будет общий для всех картинок, для того, чтобы наши картинки были резиновые. Также мы данный класс image можем использовать на картинке intro. То есть меняем intro на image, и теперь у нас такой общий класс для резиновых картинок. Мы будем прописывать класс image, чтобы они вмещались именно в блок, в котором находится. Теперь давайте мы скопируем данный блок intro, вынесем его с этого блока и где-нибудь сверху сделаем с вами то же самое, только просто для класса image. Давайте посмотрим. У нас, в принципе, теперь тут осталось точно так же. Но данная картинка у нас стала адаптивной, то есть она адаптировалась под размеры сайдбара, и теперь она находится здесь. Отлично, в принципе, с этим мы с вами разобрались. Теперь можем стилизовать sidebar title, скопируем название класса и застилизуем заголовок в нашем сайдбаре. Так, пишем, что мы стилизуем sidebar title, пропишем font size, например, там 16 пикселей, допустим. Пропишем color, например, давайте выберем какой-нибудь, не знаю, опять же красный можем выбрать цвет, давайте посмотрим. У нас получается вот такой заголовок. Можем добавить отступ снизу, чтобы отделить картинку и заголовок margin bottom. Так, margin bottom 20 пикселей. Давайте посмотрим. Получается как-то так. И что мы еще можем сделать? Можем задать, например, второй класс для нашей картинки в сайдбаре. Так, вот наша картинка в сайдбаре. Пропишем здесь ей класс sidebar, например, image. Sidebar image. И для этого класса мы пропишем background color. Мы также для картинок можем прописывать фоновый цвет. Поскольку у нас картинка PNG, формат PNG, фон у нее прозрачный, у нас покажется фон, именно который мы использовали для данного тега. То есть мы прописали для
класса sidebar image background color белый, и поскольку картинка сама по себе прозрачна, у нас виден этот фон для тега image. Таким образом, мы можем с вами задать любой фон теперь для нашей картинки, то есть подобрать тот, который вам больше нравится на фоне фотографии. Мы также можем, например, сделать какой-нибудь бэкграунд, то есть мы можем сделать здесь не бэкграунд, а я имею в виду градиент. То есть мы с вами уже знаем, как делать градиенты тоже. Можем сделать какой-нибудь градиент, например, вниз, to bottom. Например, начнем с, допустим, белого FFF и закончим серым EEE. Получается как-то так. Либо можем его перевернуть, чтобы у нас снизу было белое, сверху было серое. Напишем to top. Давайте посмотрим. Ну, вот получается такой фон у картинки, градиентом. Вот, и все, в принципе, прикольно смотрится. И давайте мы пропишем также стили для sidebar текста. Сделаем его чуть поменьше, потому что у нас sidebar маленький. Здесь мы размер шрифта поменяем, сделаем 12 пикселей. Давайте посмотрим. Ну вот, у нас теперь текст стал поменьше, и все окей. То есть вот таким образом мы с вами сделали две колонки. Здесь у нас основное содержимое нашего сайта, справа какая-нибудь еще информация, какие-нибудь баннера, реклама, может быть, что-нибудь еще можно выводить и так далее. То есть вот так мы с вами быстренько все это сделали. Также мы можем поменять нашу навигацию чуть-чуть. У нас как было сделано? У нас было, что у нас элементы навигации, inline-блок мы прописывали. Мы можем с вами задать для навигации display flex, убрать у ссылок inline-блок. Теперь наши ссылки являются элементами flex-бокса. И они будут вести себя чуть по-другому, но с ними работать гораздо удобнее теперь. Давайте пропишем justify content center, чтобы выровнять контент в нашем флексбоксе по центру. То есть наши ссылки. Давайте посмотрим. Мы получаем с вами такую же картину, но с этим работать гораздо удобнее, чем с inline-блок элементами для ссылок в плане навигации. Окей, в принципе, вот мы с вами немножко переделали наш сайт. Опять же, здесь можно поиграться с border радиусом, например, мы можем добавить здесь border радиус для картинки этой, например, прописав ей, опять же, какой-нибудь второй класс. Опять же, можем использовать класс intro image, допустим, у нас будет картинка intro, и мы хотим закруглить ее углы. Закруглить углы нашей картинки, которые находятся вот здесь, в этом блоке контент, и пропишем ей border радиус, например, 5 пикселей. Давайте посмотрим. Как мы видим, углы картинки закруглились. Можем сделать больше, 10. Давайте посмотрим. У нас получается вот такая картинка. Также можем добавить, например, ей тень, прописав box shadow. Box shadow по оси X не двигаем, по оси Y тоже не двигаем. Сделаем небольшое размытие и будем использовать серый цвет, допустим. У нас получается тень, которую мы, в принципе, почти не видим. Давайте мы тень сделаем чуть потемнее, можем ее прямо здесь и подобрать. То есть здесь берем, выбираем инструмент выбора цвета и подбираем тень, которая вам нужна. Также мы можем здесь сделать сдвиг. Если вам интересно поиграться со значениями, здесь можем подвигать. Например, по оси X не будем сдвигать. По оси Y сделаем чуть вниз. Как-то так. Давайте выберем более светлый цвет тени. Например, такой. Ну и можем прямо отсюда скопировать данные параметры и вставить сюда. У нуля можем убрать пиксели. Они, в принципе, для значений 0 не нужны, единицы измерения. Давайте посмотрим. У нас получается вот такой баннер. Потом новости. В сайдбаре информация, например, о вас. Что мы еще можем интересного сделать с CSS3? У нас есть свойство opacity. Можем задать opacity для самой картинки. Давайте мы пропишем для картинки, например, opacity, например, 0.8. Давайте посмотрим. Она слегка стала прозрачной, полупрозрачной такой, да? Можем добавить также ей какой-нибудь фоновый цвет, background color, например, черный. Давайте посмотрим. Теперь стало так. И, например, при наводе мы сделаем ее полностью непрозрачной. Для этого мы можем с вами задать свойство, то есть псевдокласс hover при наводе, при наведении, и делаем opacity 1. Давайте посмотрим. Наводим на картинку, у нас она становится полностью непрозрачной. Чтобы сделать это плавно, мы с вами добавляем свойство transition для свойства opacity.
0,1 секунды и линейная функция. И у нас будет плавный переход при наводе, то есть у нас плавно картинка меняет свойства opacity. Можем здесь сделать 0,2 секунды, чтобы это было чуть медленней, не так быстро. Ну и мы видим, у нас такой получается эффект. Также мы можем transition добавить для наших ссылок. Давайте мы пропишем, у нас есть ссылки на Flink. Давайте мы при наводе меняем фоновый цвет. Также давайте пропишем transition для background color. Transition для background color 0,2 секунды. Линейная функция. Теперь, если мы наводим на ссылки, у них фон меняется плавно, не так резко. Вот, в принципе, мы с вами закрепили знания по HTML5 и CSS3. Также сделали небольшую несложную структуру при помощи флексбоксов. Ну что ж, в принципе, на этом все. В дальнейшем вас ждет уже более серьезная практика, так что готовьтесь и закрепляйте материал. На этом все, увидимся с вами в следующем видео. В этом видео мы с вами поговорим про селекторы. Мы уже умеем с вами делать разные селекторы. Знаем, как, например, делать селектор по классу, по ID, по тегу. Также знаем, как получать доступ к дочерним элементам какого-то блока и так далее. Ну и существуют еще некоторые селекторы, которые мы с вами не разбирали, и сейчас мы их с вами разберем. Они тоже используются в работе. Некоторые чуть чаще, некоторые чуть реже, но знать вам о них нужно, потому что когда вы знаете, если вам появится такая необходимость сделать что-то, то вы будете знать, что нужно использовать. И также мы в этом уроке поговорим про некоторые псевдоклассы, которые тоже мы с вами не разбирали. Ну что ж, давайте начнем. Я подготовил такую страничку. Здесь, в принципе, у нас есть блок с текстом, есть список, есть таблица и есть чекбокс. В принципе, все это вам уже знакомо. Давайте я вам покажу саму разметку. У нас получается, вот есть блок с текстом, здесь есть div, есть абзацы, дивы, в нем тоже абзац. Вот сам список UL, ненумерованный список с элементами списка li. Есть таблица, у нее есть шапка tHead и tabody. И есть input с классом checkbox. Вот тип checkbox, ну и так далее. То есть также есть небольшие стили. Здесь, в принципе, тоже все очень просто. Небольшие стили для body. Могу это свернуть даже. Вот контейнер стилизуем по центру. Ну и здесь просто отступы для некоторых элементов, чтобы их друг от друга отделить. Ну что ж, давайте с вами поработаем с первым блоком. Это блок текст. И здесь мы с вами разберем парочку новых вариантов выбора элементов. Давайте представим с вами ситуацию. Например, мы хотим покрасить все наши абзацы, которые находятся в блоке текст. То есть у нас, получается, есть блок текст. У него есть абзацы P. Здесь есть div, но в нем тоже есть P. Как мы можем получить доступ ко всем абзацам в этом блоке? Мы пишем с вами текст P. И, например, мы красим данные абзацы в красный цвет. То есть мы получаем доступ ко всем тегам P, которые находятся в блоке с классом текст, вне зависимости от того, на каком уровне вложенности они будут находиться. То есть, например, у нас есть прямой потомок, тег P, то есть он сразу идет за ним, да, то есть первый уровень вложенности, тег P, является, опять же, дочерним элементом этого блока. И также данный P, который вложен в другой div, но находится в блоке с текстом, он тоже является дочерним элементом этого блока, просто у него есть еще дополнительная вложенность. И все равно мы получим так, что у нас получится так, что у нас все три абзаца покрасятся в красный цвет. Но что если, например, мы хотим покрасить только прямые потомки нашего блока текст в красный цвет, а абзац, который находится в другом диве, мы не хотим его красить. То есть мы хотим покрасить с вами прямые потомки абзаца, да, вот эти вот два. А абзац, который находится в этом диве, мы не хотим его красить в красный цвет. Как нам в этом случае быть? Для этого есть такой специальный селектор, который пишется вот так вот. Мы добавляем здесь знак «больше». То есть пишем «где» и пишем «что». То есть мы получаем доступ именно к прямым потомкам этого блока с классом текст. То есть в нашем случае мы выбираем прямые потомки теги абзацев, которые находятся в блоке с классом текст, и красим их в красный цвет. Давайте сохраним, посмотрим. И мы видим, что первые два абзаца, которые являются прямыми потомками блока с текстом, у нас красится в красный цвет, а абзац, который находится уже в другом диве и не является прямым потомком данного блока, он в красный цвет не красится. То есть мы также видим здесь данную выборку, да, то есть вот она.
для этих двух абзацев показывается, для этого абзаца не показывается, потому что не работает для этого абзаца такая выборка. Вот таким образом мы можем получать доступ именно к дочерним, к прямым потомкам какого-то блока. Теперь давайте поработаем с вами со списком. У нас есть список, здесь есть 4 элемента. Давайте мы скопируем название класса и застилизуем элементы списка. Поработаем пока так. И, например, мы хотим их покрасить в синий цвет. Color blue. То есть мы красим все элементы списка в синий цвет. Но что если мы хотим покрасить только первый элемент списка? Как нам в этом случае быть? Мы можем прописать первому элементу списка класс, ну и в принципе нормально будет, да? Но можем класс не прописывать первому элементу, а воспользоваться псевдоклассом, который называется first child. First child указывает, что мы берем первого дочернего элемента в блоке с классом list. Давайте посмотрим. И мы получаем, что у нас покрасился первый элемент списка, потому что мы с вами указали псевдокласс first child. Таким же образом мы можем покрасить последний элемент, и данный псевдокласс называется last child. Last child мы покрасим в синий цвет последний элемент списка. Давайте посмотрим. Окей, отлично. А что если мы хотим покрасить, например, только четный, либо нечетный, либо, например, только второй элемент списка? Допустим, вот первый мы можем покрасить при помощи псевдокласса, последний тоже, а как быть со вторым? Мы можем с вами воспользоваться псевдоклассом, который называется nth child. И в скобках указываем номер элемента, который мы хотим покрасить. В нашем случае мы хотим покрасить второй элемент, пишем здесь двоечку. И у нас второй элемент списка покрасится в синий цвет. Если мы хотим покрасить третий элемент, то пишем здесь троечку. И мы красим с вами третий элемент списка. Если мы хотим с вами покрасить все нечетные элементы списка, то здесь указываем ключевое слово от. Указываем здесь ключевое слово от и красим все нечетные элементы списка. Первый, третий, пятый и так далее. То есть у нас получается динамическая покраска элементов списка. То есть вне зависимости от того, сколько у нас будет элементов списка, то у нас все равно все нечетные будут покрашены в синий цвет. То есть если у нас их будет 8, мы видим, у нас и покрашенные элементы тоже стало больше. Если мы хотим покрасить все четные, то пишем здесь ключевое слово even. Таким образом мы красим все четные элементы списка. Теперь давайте вернемся обратно к нашему блоку с текстом и попробуем здесь тоже покрасить только первый абзац. Давайте посмотрим, у нас есть абзацы. Вот первый абзац, но до него есть div. Давайте с вами попробуем покрасить первый абзац, который является именно прямым потомком блока текст. Здесь укажем first child. First child, и давайте посмотрим. И мы увидим с вами, что данный текст, который находится в абзаце, и вроде бы это первый абзац данного блока, но почему-то он не покрасился в красный цвет. Почему? Все потому, что здесь мы использовали first child, и first child это именно смотрится на первый дочерний элемент. То есть мы указали p first child, и он ищет, что первым дочерним элементом в этом блоке будет абзац. Но здесь у нас оказывается первый дочерний элемент этого блока не абзац, а тег div, и поэтому селектор просто-напросто не срабатывает. Если бы этого div не было, то у нас сработал бы данный селектор, потому что первым дочерним элементом является абзац, и наш селектор срабатывает правильно. То есть у нас первый дочерний элемент должен быть абзац, а у нас был div, поэтому не сработало. Но как быть в таком случае, если у нас первый элемент не абзац, но нам нужно все-таки покрасить первый абзац? Как нам в этом случае быть? Тогда мы с вами укажем здесь псевдокласс, который называется first_of_type. Теперь мы будем искать первый дочерний элемент по типу. То есть мы будем искать первый элемент p, который является дочерним именно по типу. Мы этот элемент пропустим и найдем первый абзац именно по типу p. Давайте посмотрим. И сейчас мы увидим, что наш абзац покрасился. Мы пропустили данный элемент, потому что он по типу не подходит, он div. И нашли следующий элемент уже, который подходит по типу, и он является первым элементом, дочерним элементом блока текст. То же самое с last_of_type и last_child. То есть мы, если пропишем с вами last_child, здесь last_child, то мы не покрасим с вами последний абзац. Вот этот вот. То есть даже вот этот вот получается, да? У нас является последним абзацем именно прямым потомком. Мы его не покрасим, потому что последним дочерним элементом не является абзац, а является div. Он находит последний элемент, смотрит, что это не абзац, а div, ну и поэтому ничего не делает. И если мы с вами укажем здесь last_of_type, то мы покрасим именно последний абзац, который является прямым
потомком этого блока. Давайте посмотрим. И наш последний абзац по типу был найден, потому что div не является абзацем, по типу не подходит, значит, используем данный абзац по типу и красим его в красный цвет. Вот такие вот сложные немножко выборки, но они есть, и поэтому знать вам о них нужно. Иногда приходится их использовать, но, если честно, не так часто. То же самое касается наших списков, то есть мы с вами используем nth-child, и поскольку у нас, в принципе, в списке не может быть никакого другого элемента перед и после нашими элементами списка, то, в принципе, здесь подходит. Но вдруг, если у вас почему-то здесь появился div, и мы с вами используем nth-child, то у нас получится все не так, как нужно. То есть мы вроде бы с вами используем nth-child even, то есть выбираем все четные, но почему-то у нас выбираются все нечетные. Все потому, что первый div нам все путает, потому что он является первым элементом и вторым, то есть дочерним элементом, вторым уже является этот li, и начинается уже отчет с него. То есть здесь нужно быть аккуратным, и также, если вдруг у вас появляется такая путаница, просто используйте здесь тоже nth of type. Также nth of type и пишем, например, even. Тогда мы будем получать именно искать по типу, то есть элементы списка li, и нумеровать только четные элементы, либо нечетные от, либо опять же указывать здесь номер какого-то элемента. То есть здесь работает точно так же. Но поскольку у нас, в принципе, здесь не может быть никакого дива, можем использовать в таких конструкциях, например, для списка и nth-child, ну, в принципе, надежнее будет nth of type, потому что именно по типу мы ищем нужные нам элементы. Вот, ну что ж, давайте также, например, в таблице мы покрасим с вами четные строки, допустим, да. Мы можем с вами сделать выборку, у нас есть таблица, у нас есть табличка, вот она. Например, мы хотим покрасить с вами четные строки, которые находятся в tbody, то есть в теле нашей таблицы у нас есть tr, вот тело нашей таблицы у нас есть строки с данными, и мы хотим, например, покрасить только четные строки в какой-нибудь другой серый цвет. То есть мы с вами делаем выборку nth, так, nth-child, допустим, в принципе, потому что в таблице у нас не может быть тоже по структуре после tbody быть что-то другое, кроме, например, tr. Как бы поэтому здесь можно nth-child обойтись. И, например, мы хотим взять все четные строки и покрасить их какой-нибудь другой цвет, например, светло-серый. Вот таким образом мы красим с вами в серый, точнее в темно-серый покрасили. Светло-серый у нас такой. Вот, либо мы красим только, например, нечетные от. Как бы можно вот использовать в таблицах. Обычно такие вот вещи, четные и нечетные, используются в таблицах, потому что так проще будет читать информацию в таблице, когда, например, таблица большая, там 50 строк, вам как бы удобнее, когда они чередуются, и легче находить нужные данные в этих строках. И давайте с вами разберем еще один селектор на примере чекбокса. У нас есть вот селектор, у нас есть input, и у нас есть label, который относится к этому input. У них есть связка через атрибут for у лейбла и через ID у этого чекбокса. Давайте мы напишем стили небольшие для нашего лейбла, и у нас, например, будет такая задача. У нас будет задача с вами следующая. У нас, например, цвет текста у данного лейбла серый. У нас цвет текста серый. Но вам говорят, что сделай, пожалуйста, цвет текста черный, когда ты отметишь чекбокс. Как нам это сделать? То есть, когда мы отметим чекбокс, сделать наш лейбл черным. Давайте я покажу сразу на примере, так будет проще вам понять. То есть у нас есть чекбокс. У нас есть чекбокс с классом чекбокс. И когда мы его отмечаем, мы хотим получить доступ к следующему элементу с классом label. То есть у нас есть псевдокласс checked, мы уже знаем, и мы хотим получить доступ к следующему элементу, который имеет класс label. Ставим плюсик и пишем label. Таким образом мы получим доступ к следующему элементу после чекбокса, когда мы его отметили. И, например, мы меняем цвет текста на черный. Давайте посмотрим. Отмечаем чекбокс, и мы видим, у нас цвет текста у лейбла меняется на черный. То есть у нас работал наш селектор с плюсиком. Видим, он работает. Если же у нас, например, здесь будет сразу после инпута идти не наш лейбл, а какой-нибудь другой элемент, например, div, то у нас уже ничего не сработает. То есть мы отмечаем чекбокс, и у нас не красится наш лейбл, потому что следующий после лейбла идет не элемент с классом label, а какой-то div. И поэтому селектор не срабатывает. Так что вот, в принципе, в таком примере это прекрасно демонстрируется, как работает данный селектор по плюсику. То есть
получаем доступ к следующему элементу, потому что, в принципе, он довольно-таки редко используется, но вот именно вот в чекбоксах их довольно-таки часто используют, потому что нужно, например, взаимодействовать именно с текстом, который идет после нашего чекбокса. Вот. Также давайте с вами еще рассмотрим что-нибудь интересное. Например, у нас есть в нашем тексте какие-нибудь спаны. То есть у меня вот есть в этом тексте парочку спанов. То есть вот спан есть здесь, и здесь есть тоже спан. То есть два кусочка текста обернуты в спаны. Как мы можем с вами покрасить данные спаны? Мы можем с вами перейти к нашему блоку с текстом. Вот он находится здесь, да. И написать так: текст, спаны. Выбираем все спаны и красим, например, им цвет на светло-серый. Фоновый цвет, да. Они у нас все красятся. Окей, отлично. Мы как-то выделили, да, наши спаны. Но что если, например, у нас у одного спана будет, например, здесь атрибут глобальный title. И здесь будет, например, какой-нибудь текст написан. Что если мы хотим спан, который имеет какой-то атрибут, как-то по-другому выделить? Для этого мы можем с вами получать доступ к элементам, у которых есть атрибуты какие-то. Например, мы хотим с вами получить доступ к спану, у которого есть атрибут title. Мы пишем в квадратных скобках название этого атрибута. То есть таким образом мы можем получать доступ к элементам по каким-то атрибутам. Например, мы хотим данный элемент, спан, у которого есть атрибут title, покрасить в серый и добавить ему полоску снизу. То есть все спаны красятся в серый цвет, фон красится в серый цвет, а спан, у которого есть атрибут title, он еще подчеркнется снизу. Давайте посмотрим. И мы видим, что второй спан, у которого есть атрибут title, у нас подчеркивается снизу. То есть, в принципе, мы по любым каким-то атрибутам можем получать доступ к элементам, указывая данный атрибут в квадратных скобках возле нашего элемента. Без пробела здесь главное. Также мы можем здесь указывать точные значения. Например, если у нас title равняется текст, тогда мы подчеркиваем его снизу. Давайте посмотрим. Мы видим, у нас подчеркивание осталось. Если мы поменяем текст атрибута на другой, на такой, например, да, то уже атрибут наш не сработает, потому что, то есть селектор наш не сработает, потому что атрибут title не равняется данному тексту. Но это, опять же, редкий случай. Обычно такое не пишут в CSS, но так делать можно. Поэтому вот как-то так. То есть вот такие вот новые виды селекторов, псевдоклассов, которые вы можете использовать. Ну что ж, в принципе, на этом все. Надеюсь, вам было хоть что-то понятно. Если нет, то не переживайте, потом это все придет с опытом. Когда мы будем с вами практиковаться, когда вы будете больше работать, это все будет запоминаться гораздо проще. Ну что ж, на этом все. Увидимся с вами в следующем видео. В этом видео мы с вами подробнее поговорим про селекторы, узнаем о таком понятии, как вес селектора. И давайте мы с вами поработаем в новом проекте. Я сделал новый проект, потому что в нашем рабочем проекте MyWeb очень много разных файлов, много стилей уже накопилось, поэтому, чтобы здесь нам ничего не мешало, я решил сделать отдельный проект. Здесь, в принципе, ничего сложного, обычный скелет документа, который вы уже неоднократно создавали. И просто здесь у нас есть контейнер с заголовком h1 и небольшая стилизация. Есть стилизация для body стандартная и для контейнера небольшая стилизация в виде размеров, отступов и так далее. У нас получается вот такой вид у нашего блога. То есть просто контейнер, в нем находится заголовок. Давайте с вами поговорим про то, как вообще у нас читается CSS. Как бы я уже об этом рассказывал, то есть CSS читается у нас сверху вниз. То есть правила, которые будут находиться ниже, они будут приоритетнее, чем правила, которые находятся выше. Если у нас, например, селекторы совпадают. Что я имею в виду? Например, у нас где-нибудь ниже встретится опять селектор контейнер. И, например, здесь будет написано, что у нас используется цвет фона черный. Какой цвет фона у нас в итоге будет? То есть у нас цвет фона будет черный, потому что данный селектор, такой же как этот, находится ниже, чем данный селектор. То есть он читается сверху вниз, и то, что ниже, будет приоритетнее при совпадении селекторов. Давайте посмотрим. Мы видим, что у нас контейнер покрасился в черный цвет. И мы видим по инспектору кода, что у нас сначала отыграло правило данного селектора, и потом перезаписалось свойство background color в этом селекторе. То есть здесь, в принципе, все легко. То есть сверху вниз читаем, что ниже, то и будет приоритетней. Будет перезаписывать свойства при совпадении селекторов. Окей, хорошо. В принципе, с этим, я думаю, понятно.
Давайте с вами разберем такую вещь. Например, у нашего блока контейнер будет ID. Контейнер. Как вы помните, через ID мы ничего не стилизуем. ID нужен только для JavaScript, для программистов. Мы ID вообще не используем как верстальщики. Но такое бывает, что вы можете встретить в работе, что люди стилизуют через ID. И сейчас я вам покажу, как ID работает именно в CSS. Например, мы через ID напишем в стиле, вот здесь вот, например, пишем в стиле через ID контейнер, и, например, цвет фона мы напишем черный. То есть сначала у нас читается файл, сверху вниз мы помним, да, у нас есть селектор через контейнер, то есть через ID контейнер background color черный, у нас есть селектор через класс контейнер background color серый. Как вы думаете, какой цвет фона у нашего контейнера в итоге будет? Черный либо серый? Давайте посмотрим, и у нас опять цвет фона черный. Почему так? Ведь наш CSS файл читается сверху вниз. Во-первых, у нас ID здесь используется, то есть селекторы уже в принципе разные. Здесь через ID, здесь через класс. И селектор через ID, он будет весить больше, чем селектор через класс. Поэтому даже если у нас селектор через ID написан выше, чем селектор через класс для одного и того же элемента, он будет приоритетнее, он будет больше весить. Поэтому с ID я не рекомендую работать, потому что, опять же, здесь могут возникать разные ситуации в работе, но об этом, возможно, поговорим чуть позже. Возможно, вы потом сами в работе это поймете, но я не рекомендую вообще работать через ID, чтобы не создавались у вас такие казусные ситуации в виде того, что селектор через ID принимает на себя больше приоритет, он больше весит и перезаписывает какие-то правила. И чтобы вам перезаписать правила, которые перезаписывает данный селектор, вам нужно там что-то придумывать, опять же. Поэтому, чтобы такого не было, проще всего работать всегда через класс. Всегда через класс. То есть вам нужно стилизовать элемент, придаете ему класс, работаете с этим классом в CSS. В редких случаях вам нужно будет стилизовать теги. То есть отдельные теги какие-то в каких-то элементах. Ну, давайте с вами разберем такой пример. Если, например, вы прописали стилизацию для заголовка, который находится в контейнере таким вот образом. То есть написали селектор контейнер h1. То есть у нас есть в контейнере h1 заголовок. В принципе, почему бы и нет, да, написать контейнер h1. И, например, мы меняем цвет текста на красный, red. Давайте посмотрим, мы видим, у нас заголовок теперь красный. Но также у нас есть у этого заголовка класс title. Что если мы напишем стилизацию для этого заголовка через класс title и напишем здесь color, например, зеленый? Как вы думаете, какой цвет текста будет у заголовка? Красный либо зеленый? Давайте посмотрим, и мы увидим с вами, что у нас заголовок красный. Опять же, даже несмотря на то, что у нас читается CSS сверху вниз, вес селектора со вложенностью будет больше, чем просто селектор по классу. То есть, если у нас есть вложенность, она всегда будет весить больше, чем просто стилизация элемента через класс. Мы сможем это перебить только если допишем здесь опять же контейнер, сделаем вложенность и укажем здесь класс title. Давайте посмотрим. Мы видим, теперь перебили, то есть у нас вложенность, уровень вложенности одинаковый, что по тегу, что по классу. Как бы здесь два уровня, контейнер title, либо контейнер h1. У нас, в принципе, они имеют одинаковый вес, но поскольку у нас CSS читается сверху вниз, данный селектор будет приоритетнее, будет больше весить. И теперь у нас заголовок зеленого цвета. Поэтому будьте, в принципе, внимательны, работайте через класс, так будет проще. Зачем? В принципе, я просто не понимаю логику некоторых людей, это так о наболевшем. Зачем писать такую конструкцию, когда проще вот написать вот так вот просто и все. То есть получится, короче, селектор, и он будет независимый от внешних факторов. То есть у нас сейчас есть зависимость у стилизации нашего h1 тега. То есть, чтобы он застилизовался, он должен находиться обязательно в элементе с классом контейнер. Если мы элемент будем использовать вне класса контейнер, у нас не будет стилизации. Но ситуации бывают разные, когда у вас много страниц на странице, то есть на сайте много страниц, и у вас как бы стилизация заголовка должна быть одна и та же, вне зависимости от того, где он находится. Там в классе контейнер, либо там где-нибудь в боковой колонке у вас заголовок есть заголовок, вы хотите, чтобы эта стилизация была везде для элемента с классом title. Так проще вот сделать так, просто прописать стилизацию для класса title, и в данном случае заголовок будет независимым элементом, он не зависит ни от каких внешних факторов, не зависит от того, где он находится и так далее. Поэтому проще, я всем рекомендую просто для всех элементов, которые вы стилизуете,
задавайте классы. В редких случаях можно использовать стилизацию тегов. Например, если у вас какая-то есть навигация на сайте, то есть у вас есть навигация, и там, ну, по-любому будут только ссылки. То есть там, в принципе, быть ничего не может. У вас есть навигация, там по сайту, здесь ссылки на страницы. В принципе, здесь можно использовать селектор в виде класс nav, то есть мы можем использовать с вами такой селектор, в принципе, здесь. Как бы здесь это не страшно в таком случае. То есть у нас по-любому будет такая конструкция, и вряд ли она поменяется. Вряд ли у нас навигация будет использоваться в каком-то другом месте сайта. Поэтому здесь, в принципе, так и можно. Но все равно я бы рекомендовал, опять же, использовать здесь класс, например, navlink. Вот. И, например, уже стилизовать именно класс navlink. Опять же, меньше зависимостей, в принципе, гораздо будет лучше. Поэтому так, это немножко отошли в сторону. Об этом, я думаю, потом еще с вами поговорим, про всякие подводные камни и как лучше писать CSS. Сейчас давайте разберемся с приоритетами. В принципе, мы уже с вами многое поняли, то есть ID, он будет приоритетнее, чем класс, селектор по классу, и также любая вложенность будет приоритетнее, чем просто стилизация элемента через класс. И что, например, если мы с вами напишем, вот у нас, получается, была такая вещь, давайте вернемся обратно, у нас было вот так вот. Но что, если мы все-таки не хотим переписывать данный селектор, и хотим, мы вот не знаем, за что он отвечает, допустим, нам кто-то дал сайт подредактировать, мы не знаем, за что этот селектор отвечает, возможно, здесь лучше ничего не трогать, да, чтобы ничего не сломать другого. Но что, если мы хотим, чтобы наш заголовок все-таки стал зеленым? Как нам это сделать? Мы можем поменять здесь, да, написать green, как бы, да, один вариант. Но что, если мы не хотим здесь ничего трогать в этом селекторе? Допустим, да, такие тоже ситуации бывают. Мы можем с вами использовать здесь такую вещь, как important. Мы ставим знак восклицания и пишем important. И теперь давайте посмотрим. Мы увидим, что наш заголовок стал зеленым. Ключ important имеет очень большой вес. Он, в принципе, перебьет все, что угодно. Если вы сказали, что это правило очень важно, important, то браузер отобразит данную стилизацию для этого элемента. Даже если вы здесь будете использовать ID, то есть через ID селектор, да, то есть у вас есть ID у элемента, там контейнер, допустим. Потом у вас есть, например, ID у заголовка, еще title, допустим, да. Даже если здесь у вас везде будут ID, все равно, если у вас есть important в другом селекторе, он будет приоритетнее. Давайте посмотрим. Как мы видим, ничего не поменялось. То есть наш заголовок теперь использует green цвет, потому что у него прописан ключ important. То есть important, в принципе, мы можем перебить все, что угодно. Но опять же, его не рекомендуется использовать. Если вам нужно использовать important, то, скорее всего, вы что-то сделали неправильно. То есть можно что-то сделать лучше. Поэтому important вообще не используется в принципе, но знать о нем нужно. Поэтому знаете о такой вещи, как important, которая, в принципе, перебьет любой селектор и сделает ваше правило самым важным. Но есть один способ, как можно перебить данный селектор, у которого есть important. Можно перебить при помощи атрибута style для нашего элемента. Если мы пропишем здесь style и напишем здесь color, например, black, давайте посмотрим, что получится. Мы увидим с вами, что ничего не изменилось. Но если мы с вами добавим здесь important, то мы с вами увидим, что у нас теперь заголовок стал черным. То есть у нас приоритетнее будет в стиле из атрибута. Но опять же, стилизацию элементов через атрибут style мы не используем никогда. Но просто вот это вам для общей информации, чтобы вы понимали, как это все работает. Поэтому здесь у нас приоритет больше. То есть через атрибут style у нас приоритет больше для стилей. Если мы с вами, например, уберем здесь данный important, оставим green, у нас, в принципе, будет использоваться color red для данного заголовка. Давайте здесь тоже уберем important и посмотрим, что будет у нас в итоге. То есть у нас прописана такая вот вложенность через ID container, ID title и color red. То есть большая, в принципе, у него весомость. То есть ID используется, вложенность используется. Но у нас есть атрибут style, в котором прописан color black. Как бы и тут ни с чем не поспоришь. То есть прописан color black в атрибуте и все. То есть никаким селектором вы его не перебьете. Вы можете перебить его importantом здесь, поставив здесь important. Вы перебьете. Но если я поставлю important здесь, то уже его ничем не перебить.
Это самый приоритетный вид стилизации элементов. Он крайне редко используется только в очень, может быть, больших проектах, когда уже страшно что-то менять в проекте, и вот аккуратно здесь что-то меняется для элементов. Но опять же, это ситуации, с которыми вы, возможно, не скоро столкнетесь. Но как бы об этом знать нужно. Чтобы меньше заморачивать себе этим голову, как я уже говорил, просто работайте через классы и знайте, что если вы делаете небольшую вложенность, это как бы не страшно. Например, вы там сделали небольшую вложенность там в навигации, да? Это как бы не страшно, как бы здесь ни на что не повлияет такая вложенность. Но если есть возможность использовать класс, используйте класс. И у вас будет меньше проблем вообще в будущем. Так что мои рекомендации такие. Работаем через класс. В редких случаях мы стилизуем какой-то тег. Не используем ID в стилизации, селекторы по ID не делаем. И также мы не используем important в работе. И также, конечно же, мы не используем атрибут style для элементов для стилизации. Вот, в принципе, такие простые правила. Ну что ж, в принципе, на этом все. Надеюсь, видео вам понравилось. И до встречи в следующем видео. В этом видео мы с вами поговорим про единицы измерения в CSS. Мы с вами сейчас знакомы пока что только с пикселями, работали только с пикселями, но помимо пикселей еще есть другие единицы измерения в CSS. И в этом видео мы с вами разберемся, как с ними работать. Для этого я создал отдельный проект, будем в нем работать, чтобы нам ничего не мешало стороннего. То есть у нас здесь просто будет голый проект новый. Как вы видите, у нас есть HTML-скелет документа. Также у нас есть контейнер небольшой, заголовок и кнопка. В принципе, с этим вы уже знакомы, это вам уже все известно. Также есть небольшая стилизация в CSS для тега body. Здесь просто margin убрал, font family прописал, font size, цвет. Также для контейнера я сделал ширину, padding, margin, выровнял по центру и прописал фоновый цвет. Для заголовка у нас есть margin снизу, font size, цвет. И для кнопки у нас есть пэддинги, background color, font size, цвет и text decoration убрал, потому что кнопка сейчас у меня это ссылка. Давайте посмотрим, что в принципе у нас есть. У нас есть такая с вами картина, то есть у нас есть заголовок, кнопка в контейнере. Давайте мы с вами разберемся, как работать с другими единицами измерения. До этого мы с вами работали с пикселями, и в принципе с ними все понятно. То есть мы прописываем какую-то величину, допустим, там font size 15 пикселей, и в принципе все. То же самое с размерами, там ширина 400 пикселей, padding 15 пикселей, margin там, допустим, 20 пикселей. То есть здесь в принципе все понятно. Пиксели такая вот единица измерения, которая фиксированная, так скажем, и она как бы такая есть, какая есть, то есть и все. Теперь давайте с вами поговорим про единицы измерения, такие как емы и ремы. Чем же они отличаются и где их лучше использовать? Давайте сначала с вами поговорим про емы. Емы – это относительная единица измерения, которая зависит от размера шрифта. Допустим, у нас сейчас размер шрифта у body 15 пикселей. Body – это общий родитель всех наших элементов, которые находятся в нем. И в данном случае 1 em будет равняться величине размера шрифта родителя, то есть 15 пикселям. То есть если я пропишу сейчас padding здесь вместо 15 пикселей 1 em, то у нас, как мы видим, ничего не изменится. То есть 1 em сейчас равняется 15 пикселям, потому что у контейнера родитель body. У него прописан размер шрифта 15 пикселей. Но если я здесь в контейнере пропишу размер шрифта другой, то уже em будет равняться другому размеру. То есть если мы пропишем font size, допустим, 20 пикселей, то сейчас внутри этого контейнера 1 em будет равняться 20 пикселям. Давайте посмотрим. Как мы видим, padding у нас увеличился. Он стал больше, он стал 20 пикселей. Если мы посмотрим по схеме, то мы увидим, что здесь у нас padding 20 написан. То есть 1 em сейчас 20. Если у элемента не задан размер шрифта, то он смотрится... какой размер шрифта у родителя. Давайте мы здесь уберем. То есть, я думаю, в принципе, понятно. То есть, 1 em равняется размеру шрифта элемента. Если у элемента не задан размер шрифта, то смотрится на его родителя. В каких случаях его лучше использовать? Его лучше использовать em в случаях, если, допустим, вам нужно задать padding, который будет влиять на... будет разный у разных размерах кнопок. То есть, допустим, у нас есть кнопка. Сейчас она такая маленькая, да, вот кнопочка. И, в принципе, здесь padding такой, который мы прописали с вами для этой кнопки нормальный. Но если мы захотим с вами сделать кнопку побольше, например, мы с вами сделаем еще один класс,
Например, класс button XL, то есть большая кнопка XL кнопка, у которой будет размер шрифта больше. То есть мы пропишем здесь font size, допустим, не 15 пикселей, а, например, 21 пиксель. Давайте посмотрим на эту кнопку. Давайте мы сначала ее сделаем в HTML, скопируем нашу кнопку и пропишем здесь второй класс button XL. То есть, в принципе, у класса XL мы просто меняем размер шрифта. Давайте посмотрим. И мы видим, что, в принципе, кнопка стала больше за счет того, что у нас размер шрифта стал больше, но сейчас пэддинги смотрятся уже не так гармонично. Если мы сделаем размер шрифта еще больше, например, 30 пикселей, то есть у нас большая кнопка, то сейчас вообще как бы пэддинги смотрятся непропорционально. То есть для этой кнопки пэддинг 6 сверху и снизу и слева и справа по 12 нормально, для этой кнопки же мало. В таком случае лучше использовать размер шрифта, то есть размер пэддингов в EM. То есть у нас 1 EM сейчас равен, получается, 15 пикселям. 6 пикселей у нас получается это 0,4, то есть 0,1 EM равняется 1,5 пикселям. 0,2 EM получается 3 пикселя, 6 пикселей это получается 0,4 EM. И если мы пропишем сейчас 0,4 EM сверху и снизу, то для этой кнопки у нас останется пэддинг такой же. Но для большой кнопки, потому что у него размер шрифта больше, у нас будет пэддинг сверху и снизу больше относительно этого размера шрифта. То есть у нас здесь уже 1 EM 30 пикселей, то есть 0,1 EM 3 пикселя, 0,4 EM получается 12 пикселей. Давайте посмотрим. То есть в 2 раза больше у нас стал пэддинг сверху и снизу для этой кнопки. И то же самое делаем слева и справа. Делаем здесь 0,8 EM. Давайте посмотрим. И как мы видим, у нас теперь большая кнопка стала более гармоничной, то есть размеры отступов внутренних сверху и снизу, слева и справа, теперь они гармонично смотрятся. Для маленькой кнопки остался такой же отступ внутренний, и для большой кнопки стал внутренний отступ больше относительно его размера шрифта, что в принципе очень хорошо. То же самое, например, если мы с вами пропишем border radius, допустим, мы хотим задать скругление наших границ, наших углов у кнопки, и, допустим, мы пропишем 6 пикселей. 6 пикселей, как бы для маленькой кнопки смотрится неплохо, 6 пикселей, но для большой кнопки, опять же, смотрится не очень. Если мы не используем EM, то нам придется еще прописать здесь другой border radius для данного класса, например, сделать 12, но зачем нам это делать, то есть прописывать больший размер скругления углов для кнопки с таким вот вторым классом, если мы можем этого не делать, просто использовать EM относительно единицы измерения для border радиуса. В данном случае мы опять же пропишем 0,4 EM, и мы получим, что у нас у маленькой кнопки скругление границ получается 6 пикселей, для большой кнопки уже 12, потому что размер шрифта в 2 раза больше, чем у маленькой кнопки. И теперь у нас все смотрится гораздо гармоничнее. Или, например, если мы делаем опять же box shadow, мы делаем box shadow, хотим задать тень нашему элементу нашей кнопки, и, например, мы делаем так, мы не будем смещать по оси X, по оси Y тоже не будем смещать. И сделаем, например, размытие 6 пикселей. И пропишем с вами цвет, например, не черный. Давайте возьмем какой-нибудь серый такой вот цвет. Давайте посмотрим. В принципе, для маленькой кнопки смотрится неплохо. То есть давайте даже меньше сделаем размытие. Как бы для маленькой кнопки, в принципе, нормально смотрится. То есть мы видим какую-то небольшую тень, в принципе, окей. На большой кнопке мы же эту тень вообще, в принципе, не видим, потому что она для этих размеров не подходит. В данном случае, опять же, мы используем EM, и здесь прописываем уже 0,2 EM, относительную единицу измерения, и теперь мы уже видим тень на большой кнопке, которая смотрится гармонично, и так гораздо лучше. То есть в таких случаях нам лучше использовать EM, потому что если мы будем использовать пиксель, то для разных видов кнопки нам придется перезаписывать правила, если мы используем пиксели. Если мы все грамотно продумаем, будем использовать относительные единицы измерения, то, в принципе, мы один раз напишем общие правила для кнопки, а для разных размеров кнопки нам нужно будет только поменять размер шрифта, и, в принципе, все. Больше нам ничего менять не нужно. Вот, в принципе, вот в таких случаях лучше использовать EM. Теперь давайте с вами поговорим про ремы. Ремы тоже относительно единицы измерения, но немножко работают по-другому. Нам нужно задать с вами для тега HTML размер шрифта, который у нас будет на всей странице. Пишем font size 15. И теперь один рем будет равняться 15 пикселям всегда, вне зависимости от того, какой размер шрифта задан у родителя или у этого элемента. Здесь мы можем прописать
для body font size теперь 1 рем, то есть то же самое, чтобы мы написали, если бы мы написали 15 пикселей, то есть у нас 1 рем всегда теперь 15 пикселей везде. И, например, мы хотим задать, чтобы наш размер пэддингов здесь был всегда 15 пикселей, то есть сначала у нас было так, 15 пикселей, но, в принципе, мы можем здесь использовать вместо 15 пикселей 1 рем, потому что 1 рем всегда 15 пикселей, и мы увидим, что у нас ничего не поменяется теперь, потому что у нас используются ремы. То же самое здесь, если у нас для заголовка нужен отступ снизу 15 пикселей, и мы знаем, что у нас 1 рем равен 15 пикселям, почему бы нам здесь не использовать 1 рем, получится короче и намного гибче. То есть у нас 1 рем теперь все время 15 пикселей. В этом случае очень удобно работать, чтобы не прописывать каждый раз, допустим, там 15 пикселей, 30 пикселей и так далее. Мы просто отталкиваемся от единицы, и 1 рем равняется 15 пикселям. То же самое здесь font size пропишем 1 рем, а здесь пропишем font size 2 рема. То есть 2 рема это 30 пикселей в сумме, и мы получаем с вами вот такую картину. То есть очень удобно работать с ремами. Для пэддингов ремы не подойдут, потому что, как я уже говорил, ремы они всегда 15 пикселей. То есть вы задали font size 15 пикселей для HTML, и рем 1 всегда 15 пикселей. Если мы здесь пропишем вместо ремов, то есть вместо емов ремы, то у нас будет совсем другая картина. То есть у нас опять пэддинги будут одинаковые у двух кнопок, у маленькой кнопки и у большой, потому что они 1 рем 15 пикселей. Здесь же лучше использовать емы, чтобы у нас данный пэддинг менялся относительно размера шрифта кнопки. То есть, надеюсь, вы поняли смысл работы ремов. Также для заголовка мы можем здесь прописать 2 рема вместо 30 пикселей. То есть здесь, в принципе, простая математика, и намного удобнее работать именно с ремами для размеров шрифтов, для каких-то отступов, а для вещей, которые нуждаются в относительности, то есть, чтобы они менялись относительно размера шрифта, мы используем емы. Пример с кнопкой это, в принципе, хорошо показывает. Например, если нам нужен размер кнопки маленькой не 15 пикселей, а, например, 18, тоже очень легко считать, отталкиваясь от 15, потому что, например, 0,1 рема равняется 1,5 пикселя, 0,2 рема равняется 3 пикселя. И если нам нужен размер шрифта у кнопки 18 пикселей, то мы пишем с вами 1.2 рема. То есть, если мы напишем здесь 1.2 рема, то мы с вами получим размер 18 пикселей. То есть, если мы посмотрим, как бы здесь мы, в принципе, увидим 1,2 рема, но, поверьте мне, это равняется 18 пикселям, потому что 1 рем равен 15 еще раз, и 10 рема равняется 1,5 пикселя. То есть, очень удобно считать, если у вас такие вот размеры именно отталкиваются от этого размера, который вы задали для тега HTML. Поэтому в практике рекомендую тоже это пробовать использовать, это намного удобнее и логичнее получается сама верстка. Также, например, если вы решили, что у вас 1 рем 15 пикселей это в принципе мало, вы хотите увеличить размер шрифта, прописав здесь, например, 18 пикселей для HTML, то относительно этого значения у нас изменятся и пэддинги, и мержины и так далее. То есть у нас все гармонично изменится. У нас размер шрифта увеличился для всех элементов, и также пэддинги, мержины, которые мы использовали в ремах, у нас увеличится относительно этого размера шрифта для тега HTML. То есть в таком плане очень удобно, особенно при адаптивной верстке. Поэтому рекомендую такую практику использовать. Вот в принципе и все. Надеюсь, вы принцип работы поняли. Как бы ничего сложного здесь нету. Здесь главная практика, и мы будем это закреплять на практике. Ну что ж, на этом все. Увидимся с вами в следующем видео. В этом видео мы с вами поговорим еще про HTML-теги, разберем с вами теги, которые не так часто можно встретить в работе, но тем не менее они есть и знать о них нужно. Поэтому мы сейчас их разберем быстренько, они больше относятся к оформлению текста, поэтому давайте мы с вами поработаем в файле index.html, где мы с вами работали с нашим текстом. У нас есть вот такой вот файлик, мы здесь делали с вами разные текста, работали с тегами, давайте мы с вами сделаем еще один абзац и занесем туда какой-нибудь текст. Например, занесем сюда текст данного абзаца. Я удалю сейчас данные теги strong u и оставим пустой абзац. То есть вот наш новый абзац пустой. И теперь давайте мы с вами познакомимся с некоторыми новыми тегами. И первый тег у нас под названием small. Пишется он таким вот образом small и оборачивается какой-то текст, который вы хотите сделать меньше. То есть по названию понятно, что текст будет меньше. То есть small, маленький текст. И если мы посмотрим, то текст, который был обернут в этот тег, он будет меньше, чем текст, который находится в этом теге. То есть у этого тега P у нас размер шрифта 15 у всего тела, то есть тега body. И
text small делает шрифт меньше относительно шрифта этого элемента. То есть он будет чуть меньше, чем этот. Если мы используем text small, например, в заголовке, то он будет меньше относительно размера заголовка и так далее. То есть мы можем какой-то текст в тексте делать чуть меньше. Где это может быть использовано? Например, у вас на сайте, у вас интернет-магазин, и у вас, например, есть какая-то цена товара, например, там 290, не знаю, евро, долларов, там, рублей и так далее. И, например, у вас здесь указаны еще такие единицы, там, копейки, не знаю, центы и все что угодно. И вы можете обернуть эти вот копейки, центы в text small, и они будут чуть меньше. То есть, например, у нас получится вот таким вот образом. 290 побольше, то, что копейки, центы не так важно, у нас чуть поменьше становится. Как бы вот в таких случаях мы можем использовать text small, чтобы не делать span с классом каким-то, не идти в CSS, не прописывать размер шрифта чуть меньше. Вы можете при помощи тега сделать его чуть меньше, чем текст этого элемента, без вмешательств CSS. Так, еще давайте разберем пример. Например, мы с вами хотим сделать, чтобы у нас также здесь была валюта, например, рубли, и у нас, например, они написаны здесь. Но что если мы хотим сделать, чтобы данный текст валюты был написан выше чуть-чуть? Для этого есть тег sup. Тег sup, опять же, оборачиваю какой-то текст в этот тег, и наш текст, он становится чуть меньше, как мы видим, и он становится выше. То есть, помните, в математике там в школе были там x квадрат или там 2 в квадрате, и квадрат пишется сверху цифры. И, в принципе, тег sup делает то же самое, он как бы делает текст выше основной линии, базовой линии текста, и наш текст становится чуть выше, чем основной текст этого элемента. То есть мы можем использовать его в таком виде. Если мы хотим текст данный, чтобы он был снизу, например, как формула химических, да, H2O, двоечка пишется снизу, то мы можем использовать тег sup вместо sup. И тогда текст будет находиться чуть ниже, чем основной текст этого элемента. То есть sup выше, sup ниже. И текст немножко становится меньше. Как мы видим по стилям, если посмотрим через inspect элемент, у нас здесь есть font size smaller. В принципе, font size smaller используется для как раз-таки тега small тоже. Font size smaller, то есть сделать его меньше, чем основной размер шрифта у этого элемента. Так, окей, мы с вами разобрали small, sup, и теперь давайте мы с вами разберем тег code. Например, вы пишете какую-то статью техническую, и там у вас могут встречаться какие-то вещи, связанные с кодом. Например, вы пишете статью про HTML, и там хотите вы написать название какого-то тега. Например, вы пишете статью и пишете, что вот рассказываете про тег div. И для таких вещей, для вот именно кода какого-то, вы можете использовать тег code. Оборачиваем какое-то слово, которое связано с кодом, в тег code, и у нас оно получается, вот выделяется таким вот другим шрифтом. То есть мы видим, если посмотрим через inspect элемент, что у него используется другой шрифт, font family monospace. Меняется шрифт элемента, и в принципе все. Вы также можете добавить свою стилистику и так далее. То есть здесь используем небольшие кусочки кода. То есть, например, если вы пишете статью про свойства, не знаю, text align, то мы можем написать таким вот образом, выделить это все в тег code, и у нас получается данная фраза text align center будет немножко выделяться, чем все остальное. Также при помощи CSS мы можем задать какой-нибудь фоновый цвет и сделать такую вот красивую типа выноску именно кода в тексте. А также есть специальный тег для аббревиатур. Например, вы пишете статью про HTML, и в вашем тексте встречается аббревиатура HTML, которая расшифровывается как гипертекст markup language. И мы можем, если вы используете аббревиатуру в вашем тексте, вы можете использовать тег abr, который как раз таки и нужен для аббревиатур. То есть мы просто оборачиваем какую-то аббревиатуру в тег abr. И визуально мы ничего не видим, никаких изменений, но в принципе это больше нужно, наверное, для поисковых роботов, которые анализируют вашу страницу, ваш текст на странице, они понимают, что это какая-то аббревиатура. Также в теге abr мы можем с вами добавить атрибут title, где мы с вами напишем как раз таки эту расшифровку аббревиатуры. Гипертекст markup language HTML. И в принципе при наводе на эту аббревиатуру мы увидим с вами теперь внешние изменения, то есть мы видим, у нас появляется text decoration underline и такими точками, да, то есть нижнее подчеркивание, и если мы наводим на этот элемент в теге abr, у нас появляется вот как раз таки расшифровка при помощи атрибута title. А если вы в тексте используете, например, чью-то
цитату короткую. Например, вы пишете какую-нибудь, не знаю, статью, где вы используете цитату какого-нибудь философа, короткую фразу, и эта короткая фраза обычно, допустим, в кавычках, да, наберется в кавычках, и вы также можете обозначить, что это цитата чья-то при помощи тега Q. Тег Q обозначает короткую цитату в тексте. Давайте посмотрим. У нас появляется вот цитата. В принципе, мы зря взяли в кавычки, потому что тег Q добавляет эти самые кавычки. Давайте посмотрим. У нас есть тег Q, и мы видим, что у него при помощи псевдоэлементов before и after добавляются автоматически кавычки. То есть, если вам нужна цитата, вы можете сами кавычки не ставить. Просто оборачиваете в тег Q какой-то текст с цитатой, и автоматически у этого текста появляются кавычки при помощи псевдоэлементов before и after, которые у браузера для этого тега заданы по умолчанию, как мы видим, да? То есть тег Q, у него есть before и after, кавычки. Окей, это что касается цитат. Еще что касается цитат, мы, например, можем делать какие-то большие блоки с цитатами. Например, вы пишете какую-то статью, где у вас встречается в тексте большая цитата, либо там большой какой-то текст отдельный, кем-то сказанный, либо там чье-то высказывание. Ну, в общем, вы поняли смысл. И для таких вещей есть отдельный тег, который называется block quote. И здесь мы выносим как раз-таки большой объем текста с какой-то цитатой, либо чьими-то словами. Выносим, например, сюда большой блок текста. Вот в такой тег block quote. И, в принципе, роботам будет понятно, что это цитата какого-то человека. То есть вот мы видим, она выделяется таким образом. У этого тега есть по умолчанию отступы сверху, снизу, слева и справа, как мы видим по данной схеме. Окей. И чтобы указать автора цитаты, мы можем с вами использовать тег, который называется cite. Cite пишется. И здесь мы пишем автора. Например, автор такой-то. Автор name. То есть блок quote используем для самой цитаты. В теге cite указываем автора цитаты. Как мы видим, тоже есть внешнее оформление. Фонд style italic придается, да, для этого тега. И еще два тега. Например, вы пишете документацию какую-то для чего-то. Например, на работе вам сказали сделать документацию, как пользоваться какой-нибудь там вещью. Либо как пользоваться каким-то сайтом и так далее. У вас есть такая инструкция, и вдруг она поменялась, вдруг у вас там какое-то одно действие стало другим, то есть у вас было одно действие, теперь у вас нужно это делать по-другому. Для таких вещей вы можете использовать специальные теги del и ins, то есть, например, у вас сначала в инструкции было, что нужно использовать, например, данную вещь, получается, допустим, да, но потом вы поняли, что это было неправильно, у вас теперь по-другому делаете, чтобы сотрудники понимали, что теперь раньше было получается, ну, то есть какое-то одно действие, да, а теперь у нас, например, другое действие. Используем тег ins, то есть здесь у нас получается старое какое-то действие, старое, либо там неверное действие какое-то, а здесь уже новое верное действие. Как бы такие редкие теги del ins, но, в принципе, для таких вещей они используются. То есть мы видим, у нас старое действие неверное, оно зачеркивается. То есть, например, у вас документация была одно, все люди делали так, теперь они читают документацию, понимают, что, ага, это теперь действие неправильное, и вот правильное новое действие, которое вы вставили сейчас, то есть в обновленной документации. Как бы del мы удаляем то, что не нужно, ins мы вставляем то, что нужно, и как бы обозначается каким-то вот внешним видом. То есть это зачеркивается и это подчеркивается снизу, чтобы люди обратили на это внимание. Ну и опять же мы можем при помощи CSS как-то это стилизовать по-другому чуть-чуть. И последние два тега. Например, у вас в тексте встречается какой-нибудь термин. Вы пишете какую-то статью, и у вас встречается первый раз в вашей статье термин какой-то, который в принципе непонятный для людей, и вы можете этот термин обернуть в тег defn. Definition. defn. Тег. Давайте мы обернем, например, данный текст. И, в принципе, давайте мы даже обернем не этот текст, а, например, в нашем абзаце, с которым мы с вами и работали, например, этот текст. Мы оборачиваем definition, какой-то термин, и мы видим, что у нас этот термин немножко оформляется по-другому. То есть используют потому, у нас данный текст, мы видим, он стал наклонным. Это у нас используется для какого-то термина. То есть, опять же, это такое редкое
явление, но если вам нужно вдруг термины как-то обозначить, вы можете использовать для этого специальный тег, который как раз-таки для терминов каких-то и использует. То есть если данный термин не встречался на странице раньше, то вы можете использовать данный тег для термина, объяснить термин и, в принципе, дальше уже его использовать. И еще один тег, который называется КБД, он используется для, например, тоже, опять же, техническая статья, и вы, например, пишете какую-то, как пользоваться Word, и хотите там написать, что при помощи клавиш Ctrl-S вы можете сохранить документ. То есть мы пишем, например, сочетание клавиш Ctrl-S, и для таких вещей у нас используется тег КБД. То есть мы здесь вводим, оборачиваем какой-то текст, который связан именно с вводом с клавиатуры, например, сочетание клавиш КБД. И мы видим, он у нас оформляется, в принципе, похоже, как тег code, но у него немножко другая логика работы. То есть КБД нужен для вот таких вещей, которые вводятся с клавиатуры, keyboard, какие-то горячие клавиши и так далее. Code у нас используется именно для какого-то кода. Ну вот, в принципе, все. Вот такие вот еще теги бывают для работы с текстом. Они немножко реже используются. Обычно даже, в принципе, многие из них не используются в реальной жизни. Но если вдруг вам нужно будет, вы будете знать, что такие теги есть, и если вы вдруг увидите такой тег, вы будете понимать, для чего он нужен. Ну что ж, в принципе, на этом все, и до встречи в следующем видео. В этом видео мы с вами поговорим про стилизацию вашего кода. Поскольку вы уже умеете создавать простенькие странички, вы знаете много HTML-тегов, много CSS-свойств. И теперь хочу с вами поговорить о оформлении вашего кода как HTML, так и CSS. Это тоже очень важный момент, и здесь есть тоже некоторые правила, которые такие внегласные правила, но их желательно соблюдать, чтобы ваш код был красивым, чтобы вам было легче в нем ориентироваться, легче в нем работать, дополнять, расширять, переделывать и так далее. То есть здесь тоже нужно придерживаться правил, о которых я вам сейчас и буду рассказывать. Давайте начнем с вами с разметки. Здесь не важно, как это все будет выглядеть на браузере сейчас. Я вам просто покажу разметку и буду рассказывать, как я сейчас вам рекомендую писать HTML-код. Во-первых, мы с вами соблюдаем вложенность, чтобы видеть иерархию элементов. То есть у нас по умолчанию должно быть все красиво оформлено и видно, какой элемент находится в каком элементе, кто является дочерним элементом другого элемента и так далее. То есть здесь, в принципе, я надеюсь, за все эти уроки, которые мы с вами уже поработали, вы начали так писать. То есть мы должны видеть иерархию элементов, видеть, где дочерний, где его родитель и так далее. То есть это в любом случае. Как вы видите, у меня, например, обычно я работаю, не делаю отступы именно для дочерних элементов тега HTML. То есть я не делаю отступ для тегов head и то, что в них находится, и не делаю отступ для body и все, что в нем находится. То есть таким образом я не делаю. У меня обычно начинается все с края строки браузера, потому что, в принципе, самое основное, в чем вы работаете, это в body. И уже исходя от body мы с вами делаем какие-то отступы, соблюдаем эту иерархию. Как-то так. Это что касается иерархии и вложенности. То есть мы соблюдаем эти отступы по вертикали, то есть по горизонтали. Также, что касается вертикальных отступов, как вы видите, я иногда отделяю блоки логически друг от друга одним пустым пробелом, то есть одной пустой строкой. Если бы у нас было бы так, то смотрелось бы чуть сложнее. То есть, в принципе, не критично, но все равно ориентироваться немножко уже сложнее. То есть, если у вас есть логический какой-то блок, в котором находится какая-то информация, например, у нас есть блок текста, и в нем находятся абзацы, после него другой блок текста, мы можем отделить их пустой строкой, что визуально даст большую наглядность этому коду. То есть вы, когда будете смотреть на этот код, вы будете понимать, что у вас есть два разных блока, и в них уже есть какие-то их элементы. То есть разделяйте тоже у себя в разметке какие-то логические блоки, отделяйте их пустой одной строкой, не страшно, не бойтесь, что у вас будут пустые строки. Главное, так не делайте. Так, конечно же, уже некрасиво разделять прям 5 пустыми строками элементы друг от друга. Это уже, не очень смотрится, поэтому здесь тоже не стоит переусердствовать. Смотрите за этим аккуратно. Также можно отделять, например, какие-то
логические блоки именно структурные. Например, у вас есть шапка, и у вас есть потом основной контент. Вы можете, в принципе, отделить их пустой строкой, 2 пустыми строками, но еще добавьте комментарии. Например, здесь у вас шапка, коротенький комментарий. Комментарий делается вот таким вот образом, да. Здесь, например, у вас контент сайта, ну и, в принципе, у вас получается, что есть пробел, есть комментарий, элемент. Можете 2 пробела поставить. То есть структурные, в принципе, блоки можем отделить как-то 2 пробелами, чтобы было понятнее, что это уже шапка закончилась, начался контент. В контенте есть какие-то другие элементы, то есть как бы элементы друг от друга отделяем одной пустой строкой, какие-то блоки именно структурные можем, в принципе, отделить 2 пустыми строками, чтобы было это разделение логических блоков семантических видно лучше визуально. Как бы я рекомендую делать так. И также вот я рекомендую ставить небольшие комментарии для ваших блоков. При скролле страницы быстро мы как бы замечаем эти большие пробелы, во-первых, и также замечаем комментарии. Не стоит здесь писать большие комментарии, там хедер, там шапка сайта, там, ну и так далее. То есть здесь просто пишите коротенький комментарий, это шапка, это контент, и, например, у вас в конце еще будет футер. Так, поскольку мы с вами теперь в конце находимся документа, давайте мы с вами узнаем, что это за div закрывается. Как вы думаете, что это за div закрывается? Никто не ответит, даже я сейчас вам не скажу, какой-то div закрывается. Нам нужно скроллить вверх страницу, смотреть, что это закрывается div-контейнер, и это не очень удобно. То есть, если у вас есть большие блоки, в которых находится много контента, то я рекомендую вам делать закрывающие комментарии для этих блоков. Например, у нас это закрывается блок-контейнер. Я обычно рядом с этим закрывающим дивом пишу вот такой комментарий, пишу, что закрывается блок с классом контейнер. То есть ставлю слэш, что символизирует закрытие, и пишу название класса. Таким образом я понимаю, что это закрывающий div блока контейнер. То же самое делаем с этим блоком. У нас это закрывается, давайте посмотрим, блок с классом page. То есть так как бы намного удобнее будет вам ориентироваться, если у вас длинные блоки, которые не влезают в один экран просмотра, вам не придется скроллить вверх, смотреть, что это за div закрывается. Поэтому, если вы оставляете такие комментарии, вам будет проще. Вы опустились в конец страницы, например, вам нужно вставить футер, и вы видите, что div закрывается контейнер, и после контейнера мне нужно вставить футер сайта. Как бы здесь мы видим, теперь гораздо проще ориентироваться. Если у нас, в принципе, блок вылезает в экран просмотра, можем ему закрывающий комментарий не ставить. Ну, тут уже смотрите сами. Как бы здесь, в принципе, тоже можем закрыть, потому что блок может быть еще больше, если там будет больше новостей, больше контента, потом мы уже не увидим его конец. Поэтому можем сразу, например, ему добавить также комментарий закрывающий. Вот таким способом вы получите более-менее читаемую разметку, в которой будет легко ориентироваться, как и вам, так и другим людям, если вы будете работать, например, в компании с другими там программистами, верстальщиками и так далее. Поэтому здесь нужно соблюдать такие правила, чтобы всем было хорошо, в том числе и вам, и другим. И еще одно правило, которое я практикую, я обычно атрибут класс пишу всегда первым. То есть, в принципе, нам для верстки самый важный атрибут – это класс. То есть мы, в принципе, больше всего с ним работаем. У нас у дивов классы, у заголовков классы, у ссылок классы. И я всегда для любых элементов придаю класс именно первым атрибутом. Например, вот у ссылки есть атрибут еще href. Некоторые бы написали бы так, как бы, да, то есть оставили бы первым атрибут href. Но я обычно привык уже в работе использовать атрибут класс первым, чтобы он всегда был первым, мне не приходилось его искать. Также, например, у нас есть tag image, у которого есть 2 атрибута обязательных, это src и alt. И, например, там у вас еще появился атрибут title, там что-нибудь еще, width, height, и между ними где-то завалялся класс. Человек может просто не увидеть его в куче этих атрибутов и пропустить, и еще раз написать. Это будет неправильно. Но когда вы знаете, что у вас всегда класс, атрибут первый, всегда, то есть здесь важно, чтобы всегда и везде, вам будет проще, вам не придется его искать. То есть вы понимаете, что у вас атрибут класс всегда первый, и с этим гораздо проще работать. Просто пропишите для себя такое правило, ставить атрибут класс на первое место в любом элементе, и все будет в порядке, вы не будете путаться, не будете терять данный атрибут, всегда будете его видеть, и он у вас будет всегда на видном месте. То есть, в принципе, вам нужно только знать класс, скопировали, перешли в CSS, пишите к нему стили. Ну вот как-то так. В принципе, наверное, по оформлению HTML разметки это все. То есть соблюдаем пробелы,
Можем логические структурные блоки отделять двумя пустыми линиями. Какие-то блоки в блоках неструктурные можем отделять тоже друг от друга пустыми строками, чтобы это как-то визуально лучше читалось. Но опять же, не злоупотребляем пробелами, не ставим их после каждого элемента. Это тоже как бы делает разметку уже не очень красивой. Просто разделять это как-то вот на логические блоки. Вот, закрываем длинные дивы таким комментарием, чтобы было проще ориентироваться. Атрибут класс первый, ну, в принципе, наверное, все. Ну и вложенность не забываем, это уже как бы основа. Так, теперь давайте перейдем в CSS. В CSS, не знаю, как кто из вас пишет так же, как и я, или нет, но я рекомендую писать именно вот таким вот образом. То есть, как у нас происходит селектор, написание селектора. Пишем точка, название класса, пробел, фигурные скобки. Внутри у нас получается свойство со значениями. У нас всегда есть здесь тоже отступ, чтобы мы понимали, что эти правила относятся к этому селектору. Если бы у нас было бы так, ну, смотрится не очень красиво. Так смотрится гораздо лучше. Потом пишем свойство, двоеточие, и всегда ставим пробел. То есть у меня всегда здесь есть пробел. То есть старайтесь тоже придерживаться единого стиля. Не очень красиво смотрится, когда, например, есть пробел, то нету пробела, то, например, здесь как-нибудь так, здесь как-нибудь так, здесь вот так. Но сами понимаете, что вот такой код, он гораздо хуже читается, чем когда вы пишете красивый код, соблюдаете какой-то стайл-гайд свой. То есть ставите всегда в нужных местах пробелы. То есть перед фигурными скобками и после двоеточия мы ставим пробелы. Каждое новое правило у нас новые строки, и все идет четко по вертикальной линии. Также я практикую разбиение свойств на группы. То есть, как вы видите, могли заметить, что у меня, например, вот есть между некоторыми свойствами пустые строки. Для чего это делаю? Я разделяю просто свойства на группы. В принципе, можно отметить там группы 4-5. Допустим, первая группа отвечает за размер блока, внутренние отступы, внешние отступы. То есть это width, height, margin и padding. То есть, в принципе, вот у меня как раз первая группа к этому относится. Также здесь можно отнести, например, если вы используете свойство display, то есть как элемент будет отображаться на странице, тоже относится к этой группе. Потом у меня отдельной группой идут, например, все, что связано со шрифтами. Font family, font size, color, font weight, font style у меня идет отдельной группой. Еще отдельной группой я обычно пишу именно внешнее оформление элемента. Это background, там box shadow, border radius и так далее. То есть все, что относится к таким вот фону, границам, скруглениям, тени. Это все другая группа. И еще одна группа, связанная с позиционированием элементов. Тоже я обычно выношу это все в отдельную группу. Ну, давайте мы все это объединим в одну группу, допустим, да, то есть в один селектор. Давайте вот мы скопируем, например, у нас для контейнера еще есть свойства такие для шрифта. Потом у нас есть какой-нибудь box shadow, допустим, да. Ну, грубо говоря, так. Так. Вот, и, например, у нас есть какое-то позиционирование position, absolute, top 0, там left 0, z-индекс 1. То есть вот получается 4 группы. Размеры, display, margin, padding, все здесь. Здесь все, что связано со шрифтом. Здесь все, что связано с оформлением внешним, фон, границы, скругления, тени. И еще одна группа позиционирования. Также можно еще как бы отдельно записывать transition, допустим, да, я обычно его отдельно тоже записываю, transition для каких-то свойств, но это как бы не часто используется, поэтому я тоже его обычно выношу в отдельную группу. Ну и получается, что у нас гораздо лучше читается такой код, чем если бы мы не использовали такое разделение на группы. То есть очень часто можно встретить в работе, что, например, у вас прописано font family где-нибудь здесь, font size где-нибудь здесь, position там, допустим, тут, потом top, например, здесь, left где-нибудь тут, box shadow, например, на первом месте. Ну и получается, что вот как-то вот так вот. То есть здесь гораздо сложнее все найти, то есть расставить все по своим местам. То есть я вижу сначала там box shadow, ну окей, хорошо. Потом я вижу ширину, ну ладно, понятно. Потом position absolute, и все, что к нему относится, я не вижу сразу. То есть мне нужно искать, что к нему относится, ага, left 0, ага, top 0, и в самом конце нахожу z-индекс. Ну, то есть здесь такое не очень удобно.
То же самое, все, что связано со шрифтом, font family мы видим. Потом нам нужно найти, где же размер шрифта, цвет и так далее. То есть здесь приходится очень много искать глазами именно. Вот даже я только сейчас увидел font size. Поэтому я рекомендую разбивать это все на группы логические. Вот такие вот. В принципе, вот так вот. Если вы будете делать, это будет красиво. И вам будет приятнее и удобнее ориентироваться в этом вашем коде, который вы написали. Поэтому рекомендую именно придерживаться такой стилистики написания свойств к селекторам. Ну и также некоторые такие мелочи, например, для значения 0 мы не пишем пиксели, то есть 0 мы убираем пиксели, в принципе, они не нужны, как бы это не является ошибкой, но придерживайтесь чего-то одного. Если вы не используете пиксели, не используйте их везде, как бы не очень красиво смотрится, когда где-то есть пиксели, где-то их нет у нуля, то есть нет такого ощущения, что есть какая-то определенная стилистика у автора этого кода. Когда все у вас в едином стиле, создается впечатление, что человек работает, который вот знает свое дело, у него есть какие-то правила определенные, и он пишет код качественно, придерживаясь этих правил. Вот также, в принципе, можно перед значениями, которые от 0 до единиц, например, 0.5, 0.2, 0.1 и так далее, мы можем не ставить этот нолик, вот писать таким образом, без нуля, как бы, да, я обычно так и пишу, как бы чаще с вами писал с нулем, вот, но как бы можно писать и без нуля, если у вас значение от 0 до единицы, то есть, например, таким образом, ну вот как-то так, можно писать без нуля, но смотрите сами, как вам удобнее, возможно, вам с нулем будет понятнее сначала, это все указывает, но это так, рекомендация просто. Так, ну и, конечно же, когда есть возможность написать код цвета сокращенным, пишите его сокращенным. То есть, если у вас там, например, CCC, то пишите так, а не вот так. Ну, как бы, пишите короче, если есть такая возможность, почему бы и нет. Ну и там, где у вас есть значение с перечислением параметров, то есть у нас, например, font family, Arial, sans serif. У нас есть разделение параметров через запятую, мы с вами после запятой ставим пробел. Как, в принципе, когда вы пишете в документе текст какой-нибудь, хорошей практикой считается, когда у вас после запятой стоит пробел. То есть, когда у вас вплотную к запятой пишется текст, в любом документе, текстовом, допустим, даже, это смотрится не очень красиво. Обычно после запятой ставится пробел и пишется следующее слово. Также и здесь после запятой мы ставим пробел и пишем следующий какой-то параметр, значение и так далее. То есть, мы видим здесь у меня тоже есть пробелы, вот и здесь. То есть соблюдаем такие правила, и у вас код будет хороший. Ну и не забываем тоже про комментарии. То есть если у вас есть стили для какого-то блока, например, блок about, поставьте комментарий, что здесь стили для блока about. И старайтесь все, что относится к этому блоку, писать в этой группе. То есть вы сделали какой-то блок about, и все, что к этому блоку about, пишите здесь. Потом у вас пошел другой блок, пишите стили для него. Если вспомнили, что что-то не дописали для блока about, то не пишите здесь где-нибудь в конце для блока about стиля, а напишите их именно уже здесь, в этой группе, потому что вам проще будет их найти. Когда у вас все находится в группах, вам проще будет ориентироваться самим, находить то, что вам нужно. Также по этим комментариям мы можем делать поиск, то есть, например, мы знаем, что мы оставили комментарий для блока about, вот, и, в принципе, при помощи поиска мы можем легко найти данный раздел в вашем CSS-файле. Поэтому также оставляйте комментарии небольшие, то есть не нужно там расписывать очень много текста в этих комментариях, просто можете сделать небольшой комментарий, чтобы показать, что это какой-то ваш блок сайта. Также можете примерно, можете так как-нибудь оформить конкретные блоки, вы можете так отделить, чтобы при скролле было визуально понятно. То есть скроллите, и вы видите, что у вас какой-то блок начался новый и так далее. Также заметьте, что, например, между селекторами у меня всегда есть пустая строка. Я тоже это специально делаю, чтобы просто код лучше читался. То есть, в принципе, мне кажется, что так намного лучше, что мы видим, что закончился первый селектор, начался другой селектор уже с новым местом. Вот. И еще... Ну вот, там, где мы с вами пишем комментарии, можем побольше пробелов поставить. То есть разделить тоже, например, сделать 2-3 пустые строки в CSS, чтобы разделить большие ваши блоки со стилями, и при скролле их было лучше заметно. Так, ну вот, как-то так. Также можете, например, нумеровать ваши блоки. Например, about – это первый ваш блок. Например, здесь у вас какой-то второй блок. И вы можете в самом начале документа сделать небольшую документацию. Но это, опять же,
не обязательно. Я так не делаю документацию, потому что, в принципе, мне и так легко ориентироваться в CSS, который я пишу. Но вы можете, например, сделать такую документацию небольшую по вашему CSS-файлу, если он у вас, например, там, на 10 тысяч строк, и у вас каждый блок пронумерован. У вас в начале документа есть также такая небольшая выноска этой нумерации. Вы можете с легкостью скопировать номер блока при помощи поиска и его найти уже в вашем CSS-файле. Только здесь соблюдайте как бы правила написания. То есть, если вы написали 1.about, то и в документации выше тоже напишите 1.about название этого блока, чтобы они у вас были похожи, чтобы при помощи поиска вы могли его найти. Вот. Поэтому можно как-то делать так, документировать CSS-файл. Ну, в общем, старайтесь писать красивый код, потому что это очень важно. Я понимаю, поначалу вам главное хоть как-то что-нибудь написать, у вас голова, в принципе, этим забита, а тут еще нужно как-то это делать, пытаться красиво. Но старайтесь писать красиво, не торопитесь, потом это вам, в принципе, очень сильно пригодится, когда вы научитесь писать код красиво, у вас это просто войдет в привычку, вы не будете писать некрасивый код. Если вы изначально научитесь и приучите себя писать некрасивый код, то, в принципе, потом будет немножко сложнее переучиться. Поэтому я рекомендую сразу пробовать писать красиво, оформлять все красиво, придерживаться правил, соблюдать их. Ну, в общем, так. Да, немножко больше времени займет, но на самом деле это занимает не так много времени, особенно если вы к этому привыкнете, и это станет частью вашей работы. То есть писать комментарии, соблюдать порядок атрибутов, там, группировать свойства в группы, в CSS и так далее. Это когда к этому привыкаете, это все становится очень нормальным, быстрым и даже не паришься по поводу того, что это занимает много времени. Ну что ж, вот такие мои рекомендации по поводу оформления HTML, CSS. А на этом все, и увидимся с вами в следующем видео.